Он поднял глаза и увидел рыжеволосую девушку, и они на мгновение уставились друг на друга. Затем они начали спорить о том, кому достанется место за столом. Девочка настаивала на том, чтобы она заняла первое место, но Футару сказал ей, что он сидит там каждый день. В итоге они вместе сели за стол. Все были потрясены, увидев, что Футару сидит с кем-то, тем не менее с девушкой. Они снова начали сплетничать, отчего лицо девушки покраснело, как помидор. Он посмотрел вниз и был ошеломлен, увидев, что ее обед стоит 1000 йен. Насколько же неприлично богатой она могла быть. Когда они приступили к еде, Футару одновременно занималась учебой. Она подразнила его, предположив, что он должно быть терпит неудачу, раз так усердно учится. Но когда она увидела его оценки, то была потрясена тем, что он действительно получил идеальную оценку. Она сказала ему, что у нее не очень хорошо получается учиться и что она ему завидует. Она предложила ему помочь ей в учебе. К сожалению, вместо того, чтобы принять ее предложение, он сказал ей, что она заказывает слишком много еды и что она наберет вес. Девочка сразу же пришла в ярость от его слов, заявив, каким бесчувственным он был. Он просто проигнорировал ее разглагольствование. Позже его сестра сообщила ему, что они наконец-то могут расплатиться со своими долгами, так как их отец нашел для него работу на неполный рабочий день. Он должен был стать репетитором дочери из богатой семьи, которая недавно переехала туда. Они даже платили в 5 раз больше рыночной цены. Какая выгодная сделка, не так ли? Во время занятий к нам пришел новый ученик. Ее звали Накана Ицуки, и он понял, что она и есть та самая ученица, с которой он должен был заниматься. Он вспомнил, как обращался с ней и что говорил. Он попытался поздороваться с ней, когда она проходила мимо, но она явно все еще помнила его отношения, поэтому проигнорировала его. Именно так он понял, что действительно все испортил. Если она будет продолжать отвергать его, он потеряет возможность заниматься репетиторством. Ему нужно было загладить свою вину перед ней. Он пытался найти способ поговорить с ней все время, пока был в школе. Однако его попытки постоянно прерывались 4 другими девочками, которые, похоже, были друзьями Цуки. Одна из них ходила за ним по пятам, когда возвращала ему результаты экзаменов. Другая предположила, что ему понравилась эта Цуки, и именно поэтому он, похоже, захотел с ней поговорить. После школы он даже последовал за ней, надеясь, что она останется одна. Однако она все еще была там со своими друзьями. Он все еще наблюдал за ними, когда одна из девочек заметила, что он прячется. Она молча подошла к нему и уже собиралась вызвать службу поддержки. Он умолял ее не сообщать о нем и не рассказывать об этом своей подруге. Он согласился, однако она сказала ему, что Идзуки ей не друг. Она оставила его в замешательстве от того, что сказала. Только когда он вышел из здания, где жила Идзуки, он понял, насколько она богата. Не успел он войти в здание, как 2 девушки, которые были с Идзуки раньше, преградили ему путь. Одна из девушек назвала его настойчивым и даже упомянула, что он никому не нравится. Они сказали ему, чтобы он шел домой, но он попытался обмануть их, сказав, что живет там. Другая девочка ему поверила. Однако другая девочка отнеслась к этому с подозрением, упомянув, что он заказал комбинированное блюдо для барбекю без говядины. Она намекнула, что он либо сидит на диете, либо лжет о том, что он достаточно богат, чтобы жить в этом здании. Не имея другого выбора, он решил бежать. Он вошел в здание, увидел, что Ицуки собирается подняться на лифте. Он бросился к ней, но дверь лифта уже была закрыта. Вместо этого он воспользовался лестницей, чтобы догнать ее. Ему удалось встретиться с ней на нужном этаже, и она сразу же спросила, почему он здесь оказался. Он сказал ей, что является ее репетитором. Она была просто потрясена, когда услышала это, и сказала ему, что отказывается. Он сказал ей, что ему это тоже не нравится, но он не может сдаться. Он попытался извиниться, но Ицуки просто в смятении опустился на колени. Лифт снова открылся, и в нем появились девушки, которые были раньше, что удивило Футару. Они тоже были потрясены, увидев его там. Ицуки объяснил ему, что они все жили там вместе с тех пор, как им было 5 лет. Футару испытал самый большой шок в своей жизни, когда услышал об этом. Как же ему удастся обучать всех 5 из них? Все стало еще сложнее, когда ни одна из девочек не пришла в гостиную, чтобы начать занятия с репетиторами. К счастью, пришел Яцуба, и он узнал в ней ту самую девушку, которая получила 0 баллов на экзамене. Она помогла ему вывести остальных девочек из их комнат. Ему удалось усадить их всех в гостиные, за исключением Ицуки, которая отказалась иметь с ними дело. Однако никто из них не обращал на это внимания. Мику и Нино ссорились из-за толстовки, в то время как Ичика просто читал журнал. Нино сказала ему, что она будет заниматься, если он съест одно из печений, которое она испекла. Он согласился, поэтому съел печенье и выпил стакан воды, который она предложила. Через некоторое время он потерял сознание. Следующее, что он помнил, это то, что он очнулся на заднем сиденье такси с Ицуки на переднем сиденье. Теперь они стояли перед его домом. Она сказала ему, что они обманули его и что ему следует прекратить заниматься с ними. Он сказал ей, что не может этого сделать. Она спросила, почему он так настойчив. Однако, прежде чем он успел ответить, его младшая сестра вышла из дома, чтобы поприветствовать его. Рая взволнованно пригласила Ицуки зайти в дом на ужин, и Ицуки не смог ей отказать. В середине ужина Рая сказала, как она счастлива, что ее брат теперь работает неполный рабочий день, так как теперь они могут погасить свой долг. Футару попросил Ицуки просто подыграть ей, чтобы она не расстраивала Раю. Когда она уже собиралась уходить, она сказала ему, что если он хочет заниматься с ними, то может это сделать. Однако она вполне может справиться с этим самостоятельно. Он был так счастлив, что даже назвал ее самой лучшей. Он попросил ее собрать для него своих братьев и сестер завтра в полдень,
Атару соберет девочек в гостиной их дома. Так как девочки настаивали на том, чтобы он не был их наставником, он попросил их доказать ему это. Он заставил их пройти тест. Он сказал им, что любому, кто наберет 50 баллов, больше никогда не придется с ним разговаривать. Ицуки был первым, кто принял этот вызов. К его удивлению, она достала пару очков, доказывая свою серьезность намерений. Девочки прошли тест. Все они были полны решимости пройти его. Однако все 5 из них не смогли набрать 50 баллов. Футару был встревожен, увидев, насколько низкими были их баллы. Девочки знали, что проиграли вызов, поэтому все они побежали наверх в свои комнаты, чтобы убежать от него. Он понял, что все они потенциальные неудачники. В другой день Футару обнаружил, что бежит, чтобы успеть в школу вовремя. Теперь он понял, как трудно совмещать учебу и работу репетитора. Когда он подъехал к зданию школы, девочки тоже подъехали на своей машине. Они сразу же убежали от него, так как думали, что он попытается их чему-то научить. Ицуки сказал ему, что они сами решат свои проблемы. Он снова бросил им вызов, задав вопрос об одном военачальнике из истории из теста, который он им дал. Ни один из них не ответил на него. Он шел позади них, когда они пробирались внутрь. Тогда он понял, что девочки ненавидят учебу, и что еще хуже, они тоже ненавидят его. Ему нужно было найти способ каким-то образом завоевать их доверие. Он посмотрел на запись теста, который заставил их пройти, и увидел, что Мику действительно получил правильный ответ на вопрос, который он задал ранее. Так почему же она ему не ответила? Во время обеда он подошел к Мику. Он старался быть с ней вежливым, даже спросил ее о напитке, который она назвала содовой матча. Затем он задал ей тот же вопрос, что и в то утро. Она была застигнута врасплох, но прежде чем она успела ответить, Яцуба внезапно схватил Футару сзади, прервал их разговор. И даже показал ему ее домашнее задание по английскому языку, где она неправильно ответила на все вопросы. Затем подоспела Ичика, чтобы помешать ей встать между Мику и Футару. Тогда Яцуба сказал Ичике, что она тоже должна позволить Футару помогать ей в учебе. Она сказала, что сдаст экзамен, так как считается, что в старших классах нужно наслаждаться молодостью, влюбляться и все такое. Когда Футару услышал слово «любовь», он внезапно посерьезнел и заявил, что это самый глупый поступок из всех возможных. 3 девочки видели, как сильно он настроен против любви и как далеко зашел. Йоцуба заявила, что у нее не было никого, кто бы ей нравился. Затем она спросила Мику, есть ли он у нее. К их удивлению, она покраснела. Она сразу же сказала нет и ушла. Яцуба и Ичика сразу же пришли к выводу, что Мику влюблена, судя по выражению ее лица. Они были уверены в своей правоте, так как были ее сестрами. Футара, с другой стороны, был потрясен, услышав это. Сидя за своим столом, он увидел, что поверх его книг лежит записка. Он прочитал сообщение, и оказалось, что оно от Мику, которая просит его встретиться с ней на крыше. Именно тогда он понял, что человек, который нравится Мику, скорее всего, есть он сам. Он сказал себе успокоиться. Он начал думать, что это, скорее всего, была шутка. Его подозрения усилились еще больше, когда он добрался до крыши и обнаружил, что там никого нет. Однако через несколько мгновений после этого появилась Мику. Он был потрясен тем, что она действительно появилась. Он приготовился к предстоящему признанию. Он думал, что она скажет ему о своих чувствах к нему. Он так нервничал. Однако все это было напрасно, так как она подошла к нему только для того, чтобы сказать, что действительно знает ответ на его вопрос по истории. Он сделал поспешные выводы на второй день. Он узнал, что ей нравятся военачальники периода Сэнгоку и что она смущена из-за этого. Она считает себя странной, потому что другим девушкам нравятся красивые актеры и модели, а ей нравятся бородатые старики из прошлого. Он решил воспользоваться этой возможностью, чтобы завоевать ее доверие. Он сказал ей, что в ней нет ничего странного и что она должна верить в то, что ей нравится. Он пытался убедить ее брать у него уроки, чтобы она могла больше узнать о полевых командирах. Однако она спросила его, не думает ли он, что знает о них больше, чем она. Затем он снова и снова рассказывал о фактах, касающихся полевых командиров, и о вопросах, на которые он должен ответить, чтобы доказать свою состоятельность. Он хотел, чтобы она пришла к нему на занятия, поэтому сказал ей, что они могут сосредоточиться на японской истории. Когда она согласилась, он стал искать место для их занятий. Но прежде чем он смог продолжить, Мику предложила ему банку содовой матча. Прежде чем он успел ее взять, она сказала ему, что в ней нет соплей. Оказывается, она ожидала, что он узнает эту историю. Когда она поняла, что это было что-то из истории, чего он не знает, она сказала, что он просто болтал без умолку, и ушла. Самолюбие Футару было задето, и это было очевидно. Он продолжал изучать все книги о военачальниках, которые только мог найти. Он попросил ее встретиться с ним у западных ворот, а затем сказал ей, что может ответить на любой вопрос о полевых командирах, которые она ему задаст. Она попыталась убежать от него, так что в конце концов он погнался за ней. Они вдвоем бегали по школе. Он извинился перед ней за то, что обманул ее на днях, но заверил ее, что провел последние 2 дня, изучая период Сэнгоку. Пока они оба еще работали, она задавала ему вопрос за вопросом о военачальниках, чтобы проверить его знания. Они продолжали бежать в течение долгого времени, и к концу их вопросов и ответов они оба смертельно устали и упали плашмя на землю. Серьезно, разве они не могли просто поговорить, как нормальные люди? Он встал, когда она снимала чулки из-за жары. Он понял, что у нее не было никакого стыда. Он решил купить что-нибудь выпить. Когда он вернулся, она уже сидела на скамейке. Он предложил ей газировку матча и сказал,
сказал, что на ней нет никаких соплей. Затем он сказал ей, что теперь знает об этом из анекдота об одном военачальнике. Он прочитал так много книг только для того, чтобы найти эту историю. Затем он упомянул, что именно Яцуба помогла ему найти эту историю на ее телефоне. Когда она услышала имя своей сестры, то сразу же спросила его, рассказывал ли он ей о ее предпочтениях в отношении исторических военачальников. Она стала такой серьезной, что он сразу же ответил, что не знает об этом. Он спросил, почему ей тоже нужно скрывать это от своих сестер. Она ответила, что из всех них она самая большая неудачница. Он быстро сказал ей, что у нее все отлично получается, особенно после того, как она получила самый высокий балл среди них и прошла тест, который он им дал. Однако это ее не обрадовало, заявив, что остальные четверо могут делать все, что в ее силах, так как они 5 детей. Тогда Фатару пришло в голову, что она была права. Он сказал ей, что то, что может сделать любой из них, могут сделать и остальные. Все они могут забить гол. 100 баллов. То, что он сказал ей, явно оказало на нее влияние, так как в следующий раз, когда у них было занятие с репетитором, а не только с Яцубой, Мику тоже присутствовала на нем. Так держать Фатару. Заниматься с девочками стало еще труднее, когда одна из них не перестает вмешиваться в их дела. Фатару был более осведомлен о том, что Нино ненавидит его, но почему? Он попытался собрать девочек на сеанс, и, как обычно, Яцуба с энтузиазмом помог ему. Когда он постучал в дверь Нино, чтобы пригласить ее, она грубо захлопнула дверь у него перед носом. Все, кроме Нино, собрались в гостиной. Ицуки, как обычно, была полна решимости заниматься самостоятельно, поэтому она сказала им, чтобы они не обращали на нее внимания. Тару попытался успокоиться и убедил себя, что на данный момент 3 баллов вполне достаточно. Однако все стало еще сложнее, когда Нина вышла из своей комнаты и начала спрашивать его, почему он здесь оказался. Он сказал себе, что должен вести себя хорошо, поэтому, несмотря на раздражение, спросил ее, не хочет ли она присоединиться к ним. Как и ожидалось, она решительно отказалась и попыталась отвлечь своих сестер. Она заставила Йоцубу уйти, рассказав ей о баскетбольной команде, которой нужен член клуба. Затем Нино напомнила Ичике о ее работе в 2 года. Ичика мгновенно подпрыгнула, когда вспомнила об этом. Следующей целью она выбрала Ицуки, посоветовав ей пойти в более тихое место, например, в библиотеку. К концу манипуляции Нино осталась только Мику. Когда она заметила, что Мику и Футару вот-вот начнут заниматься, ей сразу же захотелось узнать, когда они были так близки друг к другу. Затем она подразнила Мику, сказав, что ей нравится, когда ее спина выглядит унылой. Футару сказал ей, что ее комментарий был жестоким, и попросил взять свои слова обратно. Однако Мику сделала еще более жестокий комментарий, сказав, что Нино слишком зациклена на внешности. Футару был ошеломлен, увидев, как они ссорятся. Он пытался заставить их прекратить ссориться, говоря, что сестрам не положено ссориться. Однако сестры обратили внимание на его урчание в животе. К его ужасу спор перерос в кулинарную битву. Бедному Футару оставалось только гадать, почему у него ничего не получается. Мику и Футару все еще не могли заниматься, так как к концу соревнований было уже поздно. План Нино все-таки сработал. Когда он вышел из здания, то понял, что оставил свои карточки внутри. Он нажал кнопки на этаже, где жила девочка, чтобы его впустили через их супервысокотехнологичную дверь. Мику ответила и сказала ему, чтобы он просто заходил, так как она уже принимала душ. Когда он был у них дома, он наткнулся на Нино, которая сушила волосы феном, одетая только в полотенце. Когда она спросила, кто там с ней, он понял, что она может его как следует разглядеть. Оказывается, она обычно носит контактные линзы из-за своего плохого зрения. Она подошла к нему возле полок, думая, что это Мику. Она пришла в отчаяние, когда ей показалось, что ее сестра игнорирует ее, и стукнула ладонью по полкам. Внезапно книги начали падать, и Футару ничего не оставалось, как оттолкнуть ее с дороги. Они вдвоем оказались в компрометирующем положении, когда Футару оказался сверху на Нино. Хуже всего то, что Ицуки застал их в таком положении и сфотографировал. К его ужасу сестрам пришлось обдумывать случившееся так, словно это было настоящее судебное разбирательство. Нино хочет, чтобы ему запретили входить в их дом. Мику защищала его, говоря, что именно она впустила его в дом. Судебный процесс закончился, когда Идзуки указал на то, что книги вокруг них означали, что он пытался защитить ее от падения. Дело было улажено, и Футару, к счастью, был доказан невиновным. Однако Нино расстроился, когда Ичико упомянул, что раньше они впятером хорошо ладили. Они следили за тем, чтобы не убежать. Футару предложил им пойти за ней, но Мику сказала ему просто оставить ее в покое. Он уже собирался снова выйти из здания, когда заметил, что Нино сидит в углу снаружи. Когда она заметила, что он пристально смотрит на нее, она сказала ему, что больше не хочет видеть его лица. Он извинился и начал уходить. Однако он чувствовал себя виноватым из-за того, что оставил ее там. Мы вздохнули и пошли обратно. Нина была удивлена, когда он сел рядом с ней на землю. Он сказал ей, что пытается решить одну проблему, прежде чем отправиться домой. Когда он услышал, как она бормочет, что ненавидит всех подряд, он спросил ее, относится ли это и к ее сестрам. Он попытался объяснить ей, почему на самом деле она не испытывает ненависти к своим братьям и сестрам, и что он ей не нравился, потому что они всегда были только впятером. Разговор закончился не так, как он ожидал, так как она все еще заявляла, что не собирается принимать его в качестве своего наставника. На самом деле у него ничего не получалось, как бы сильно он ни старался. Было воскресенье, и это был самый долгожданный выходной день для
Фатару, особенно с тех пор, как там проходил фестиваль фейерверков. У него был целый день, чтобы заниматься сколько душе угодно. Все эти перемены произошли, конечно же, когда они с младшей сестрой услышали стук в дверь. Они оба застыли на месте и сразу же предположили, что это была одинокая акула. Фатару осторожно открыл дверь и громко заявил, что у них нет никаких денег. Однако человек, которого он увидел снаружи, был не ростовщиком, а Идзуки. Затем он быстро захлопнул дверь у нее перед носом. Однако ему пришлось открыть ее снова, когда она начала требовать, чтобы он впустил ее внутрь. Оказалось, что она пришла туда, чтобы отдать ему его зарплату. Теперь у него есть деньги, чтобы сводить свою сестру в торговый центр, и Рая была вне себя от радости. Ицуки была вынуждена пойти с ним, так как она не могла отказать Рае, когда та попросила ее об этом. Трое из них чудесно провели время в игровом зале, и Ицуки видел, как сильно Фатару хотел обеспечить свою младшую сестру. Когда наступил полдень, Фатару был измотан, но счастлив, что смог исполнить желание своей сестры. Они выходили из торгового зала, когда столкнулись со всеми братьями и сестрами Ицуки. Рэ был поражен, увидев еще 4 Айцуки. Девочки начали спрашивать, почему они были вместе. Затем Йоцуба спросил Раю, не хочет ли она посмотреть фейерверк вместе с ними. Его младшей сестре достаточно было только посмотреть на него своими щенячьими глазами, и он сразу же согласился при одном условии. 5 детей должны были закончить свою домашнюю работу. Когда им удалось закончить свою домашнюю работу, они отправились на фестиваль. Ватару заметил, как сестры были взволнованы этим событием, и ему стало интересно, почему. Внезапно Ичики позвонили, и она стала вести себя таинственно по этому поводу. Через некоторое время все они уже направлялись к зданию, которое арендовал Нино, когда Мику объяснила ему, как важен этот фестиваль для них и их матери. С легкой улыбкой он понял, в чем причина всего этого волнения. Вскоре после этого сестры вместе с его младшей сестрой начали отвлекаться. Им удалось отделиться друг от друга. Нино оглянулся и увидел, что никто не следует за ней к зданию, которое она арендовала. Люди начали натыкаться на нее, из-за чего ей было трудно найти своих братьев и сестер. Она уже собиралась споткнуться, когда кто-то схватил ее за руку, не давая упасть. Это был Фатару, и он сказал ей, чтобы она вела его к зданию. Она настаивает на том, что его не приглашали. Он все понимал, он просто хотел, чтобы сестры могли вместе посмотреть фейерверк. Так что, несмотря на свое смущение, она ухватилась за его рукав, и они начали выбираться из толпы. Когда они добрались до крыши, уже начался фейерверк. Однако вместе с ними там никого не было. Оказывается, она забыла сообщить своим сестрам, где находится это здание. Они пытались связаться с девочками, но в то время было трудно дозвониться на прием. Нино удалось ненадолго дозвониться до Йоцубы только для того, чтобы они узнали, что Йоцуба и Рая находятся на часовой башне. Фитару заметил Итику, когда посмотрел вниз. Он сказал Нино, что позовет остальных, так как знает, насколько важно для них это событие. Он подошел к Ичике. Однако какой-то незнакомый мужчина преградил ему путь и спросил, какие у него с ней отношения. Прежде чем он успел придумать ответ, они уже ушли. Пока он стоял там, потрясенный тем, что Ичика проигнорировала его, Мику подошла к нему. Однако ей было трудно ходить, так как кто-то наступил ей на ногу. Он поднял ее по лестнице и перевязал ей ногу. Когда он встал, то протянул ей руку. Она с легкой улыбкой взяла его за руку, и он помог ей встать. Однако к ним подошли 2 женщины, чтобы провести опрос, предполагая, что они являются супружеской парой. Мику отрицала это, но эти двое им не поверили, так как все еще держались за руки. Они сразу же отпустили друг друга. Мику начала говорить женщинам, что они просто друзья, но Фатару настаивал на том, что они просто знакомые. Мику явно была задета его заявлением, но она не смогла выразить свои чувства вслух. «Фатару, как ты можешь быть таким беспечным?» Следующим ему удалось найти Ицуки, и он начал вести ее к Мику. Он решил спросить ее, какие у них отношения. Она сказала ему, что они в лучшем случае не знакомы, но в итоге сказала, что он уже знает ответ на свой вопрос. Она ушла, оставив его в замешательстве. К его удивлению, кто-то схватил его, и это была Ичика. Она отвела его в темный переулок, подальше от других людей. Что же они могли там делать? Нино сказал ей, что ей не нужно извиняться, так как она сама виновата в том, что не сказала им, где находится это здание. Одна за другой девочки извинились друг перед другом. В конце концов, им очень понравилось наблюдать за фейерверком, хотя все вышло совсем не так, как они планировали. Наступило первое и самое сложное испытание для Футару как наставника. Пришло время сдавать промежуточные экзамены. Ему нужно было улучшить свою игру, если он хотел, чтобы девочки сдали экзамен. Ему нужно было, чтобы девочки учились, и его работа заключалась в том, чтобы помочь им. На занятиях присутствовали только 3 девочки, что было на одну больше, чем обычно. К ним присоединились не только Мику и Йоцуба, но и Ичика. Это был большой прогресс. «Ты молодец, Футару». Он напомнил им, что до промежуточного экзамена осталось всего неделя, так что им нужно упорно трудиться. Он начал указывать им на их недостатки, когда речь заходила об их тестах и привычках к учебе. Однако он был приятно удивлен, увидев, что Мику изучает английский язык, который был ее худшим предметом. Она сказала им, что хочет попробовать хотя бы раз в жизни. Это побудило других девочек тоже усердно трудиться. После сеанса 3 девушки пригласили его присоединиться к ним и приготовить парфе. Он был рад, что его пригласили, но ему пришлось отказаться, так как ему нужно было учиться. По дороге домой его
его догнал запыхавшийся Ицуки. Как оказалось, отец девочки разговаривал с ней по телефону и хотел поговорить с ним. Когда он разговаривал с их отцом, то хотел поговорить о том, как продвигается обучение. Хуже всего то, что он подчеркнул Футару, что ожидает, что тот уйдет с поста наставника девочек, если кто-то из них провалит промежуточные экзамены. Это привело его в ужас, так как его работа зависела от оценок девочки. После разговора с их отцом он начал убеждать Ицуки принять его помощь в учебе. Однако она была непреклонна в том, чтобы делать это самостоятельно. Их разговор начал оскорблять ее, и вскоре после этого она ушла. Он попытался догнать ее, чтобы попытаться убедить, но они просто начали спорить. Ицуки поклялась никогда не позволять ему учить ее, в то время как он поклялся, что никогда не будет учить ее в ответ. Футару, конечно же, в конце концов пожалел о своих словах. Они уже были в гостиной. Они решили отдохнуть от учебы, поиграв в какую-то игру. Я сказал им, что через некоторое время перерыв закончится. Но они жаловались на то, как сильно устали. Он хотел объяснить им, что в случае неудачи на карту будет поставлена его работа. Но прежде чем он успел это сделать, к ним присоединился Нино. Он знал, что если она узнает, что его уволят, если кто-то из них потерпит неудачу, то она воспользуется этим, чтобы избавиться от него. Через некоторое время, когда стало ясно, что девочки не намерены учиться, Нино начал выталкивать его из дома. Они все еще спорили у двери, когда Ичико внезапно заговорил и сказал им, что Футару обещал остаться на ночь. Они оба были потрясены тем, что услышали. Так как он собирался остаться на ночь, то решил принять ванну. Однако он случайно признался Нино в своих проблемах из-за того, что их отец уволил его, когда она притворилась Цуки за пределами ванной комнаты. В своем отчаянном желании извиниться перед ней, он дал Нино возможность избавиться от него. К его ужасу, девочка резко открыла дверь. Было уже слишком поздно, когда он понял, что разговаривает не с Яцуки, а с Нино, той самой, которая попытается добраться до него. По-своему. Он знал, что она не станет учиться только для того, чтобы избавиться от него, и он был прав. Когда он вышел, чтобы возобновить их занятия, Нино была полна решимости не присоединяться к ним и по-прежнему сосредоточена на своем телефоне. Футару был встревожен этим и не знал, что ему делать. Ичико, с другой стороны, пыталась наладить контакт между Мику и Футару, так как у нее был намек на то, что Мику чувствует к Футару. Однако единственной вещью, которая приходила ему в голову, был план. Кто заставит Нино чему-то научиться, несмотря ни на что? Он громко отвечал на вопросы другой сестры о школе, так что Нино, сидевший за обеденным столом, мог слышать их разговор. Когда Мику спросила его, к какому типу девочек она относится, он увидел еще одну возможность заставить их учиться. Он сказал им, что будет рассказывать им о качествах этого типа девочек каждый раз, когда кто-то из них закончит учебу. К концу всего этого стало известно, что девушка, которую он описывал, была его сестрой, так как на самом деле он не очень-то заботится о свиданиях. Ицуки спустилась из своей комнаты из-за шума, и Ичико быстро заметила напряженность между Футару и ее сестрой. Она попросила разрешения поговорить с ним на улице и сказала ему, что ей известно о его ссоре с Ицуки. Она сказала ему, что они очень похожи друг на друга. Она объяснила ему, что знает о страданиях своей сестры. Футару погладил ее по голове и сказал, что она действительно была старшей сестрой, так как она так хорошо их знала. Мику предложила Футару свою комнату во время его пребывания у нас, так что она переспала с Итикой. Однако, когда она пошла в ванную, то забыла, что Футару находится в ее комнате, и вошла внутрь. Она заснула рядом с ним, что вызвало большой ужас у Футару на следующий день. Другие девочки искали Мику, особенно Йоцуба, когда обнаружили, что ее нет в постели Итики. Тем временем Футару никак не мог понять, как Мику спит рядом с ним. Все стало еще хуже, когда Ицуки постучал в дверь. Она уже собиралась попросить помощи на предстоящих промежуточных экзаменах, однако он был так взбешен, что она не заметила, что Мику находится в комнате. Он сказал ей, чтобы она уходила, и это ее оскорбило. Это была Пуори Цуки, которая на самом деле пыталась унизить ее гордость. Ичико, Йоцуба и Футару отправились в библиотеку, чтобы позаниматься там. Девочки тоже хотели найти Мику. Ичико внезапно сказала ему, что забыла свой пенал, и попросила его достать его для нее. Он сначала не понял, почему, особенно после того, как Йоцуба предложила Ичике свои ручки, но Ичико подмигнула ему. Он знал, что она хочет, чтобы он наконец поговорил с Ицуки. Когда он подъехал к дому, где жила девочка, он столкнулся с Мику, которая уже собиралась уходить. Она пыталась поговорить с ним о том, что произошло прошлой ночью, но он решил, что будет лучше, если они просто забудут об этом. Он сказал ей, что на самом деле прошлой ночью спал в гостиной и ничего не произошло. Она была благодарна ему за то, что он обеспечил им обоим алиби. Она укусила его на прощание. Она направилась в библиотеку. Когда он вошел в их дом, то увидел, что Ицуки задремал на столе прямо посреди учебы. Она пользовалась наушниками Мику, так что ему пришлось встряхнуть ее, чтобы разбудить. Он знал, что учить ее будет непросто, поэтому решил притвориться, что принял ее за Мику. Тем временем Ицуки изо всех сил старалась быть честной с самой собой и просить его о помощи. Она решила притвориться Мику, и Футару подыграл ей. Он начал помогать ей с учебой. В
кои-то веки они поладили друг с другом. Даже несмотря на то, что он все еще притворялся, он все равно сказал ей, что сожалеет об их вчерашней ссоре. Она также извинилась перед ним, в то время как они продолжали притворяться, что она Мику. У них двоих определенно был странный способ разрешения конфликтов. В следующий раз, когда они устроили вечеринку с ночевкой, чтобы заняться учебой, все они усердно работали и в итоге все уснули в гостиной. На самом деле они так усердно работали, что поняли, что чуть не опоздали на промежуточный экзамен. Они все запаниковали и бросились в свою школу. Йоцуба, как самый спортивный ученик, был единственным, кто успел вовремя. Остальным пришлось пробираться мимо учителя, который высматривал опоздавших учеников. Фатару даже попался на удочку. Пятиклассники поклялись сделать все возможное на экзамене. Каждый из них очень усердно трудился, чтобы получить хорошую оценку. Однако все это было напрасно, так как каждому из них удалось сдать только один предмет. Девочки ожидали, что он объяснит им их ошибки на экзамене. Однако Фатару уже смирился с тем, что его уволят. Он в последний раз рассказал им обо всех их недостатках, а также похвалил их сильные стороны. Он дал им советы о том, как улучшить свои оценки. Внезапно позвонил отец девочки, и Фатару приготовился к разговору с ним. Он спросил, как прошел экзамен и сдали ли девочки его. Фатару посоветовал ему найти лучшего репетитора. Однако, прежде чем он смог объяснить почему, Нино украла у него телефон. Она сама поговорила со своим отцом и нагло солгала о результатах их экзамена. Она сказала ему, что им все еще нужно время, чтобы понять, подходит ли он им как репетитор. Фатару был сбит с толку тем, почему Нино так поступил, но она только сказала ему, что снова обмануть их отца не получится во второй раз. Так что ему лучше сделать так, чтобы это произошло во второй раз. Девочки радовались, что он по-прежнему будет их наставником. Во время этого эпизода выяснилось, что Фатару был плохим мальчиком в прошлом. Их отец рассказал Рая, что раньше ее брат был больше похож на него и не всегда был помешан на учебе. Рая была поражена, увидев, как он выглядел раньше. Их отец даже упомянул, что фотография была сделана примерно в то время, когда он встретил девушку, которая изменила его. Он попытался положить конец этому разговору, но Рая начала задавать вопросы, была ли эта девушка его первой любовью. Вернувшись в резиденцию Накана, Мику практиковала свои кулинарные навыки. Она заставила Фатару и Йоцубу попробовать крокеты, которые она приготовила. Фатару сказал ей, что они ей понравились, но Йоцуба воскликнул, что они не очень вкусные. Решив стать лучше, Мику приготовила еще больше еды и заставила Фатару съесть еще больше. Вот так он и оказался лежащим на полу с больным желудком. Он очень сожалел о том, что съел так много только для того, чтобы доставить удовольствие Мику. Он был там, чтобы учить их, но вместо этого беспомощно лежал там. Он обвинил Йоцубу в том, что тот постоянно жалуется, из-за чего Мику захотелось приготовить еще что-нибудь. Йоцуба сказала ему, что это потому, что она не может лгать своей сестре. Как раз в этот момент Ицуки и Нино прошли мимо них и направлялись к выходу. Футару убедил Йоцубу сделать все, что угодно, лишь бы они остались, так как они были нужны ему для учебы. Чего он не знал, так это того, что Йоцуба был ужасным лжецом. Довольно скоро она начала нести чушь о таинственной болезни, которой он заболел, и даже дошла до того, что сказала, что он умрет, если пошевелится. Однако, благодаря своим актерским способностям, Ицуки действительно остался присматривать за ним. Йоцубе удалось уговорить Нино остаться, когда она сказала, что может приготовить что-нибудь для Фитару, чтобы он почувствовал себя лучше. К его удивлению, Йоцубе удалось убедить Юцуки подумать о том, чтобы с тех пор учиться вместе с ними, просто будучи честным. К сожалению, Нино принесла ему еду, но она споткнулась, и каша упала ему на лицо. Было так жарко, что он встал и начал ходить по комнате. Нино извинялся до тех пор, пока она не заметила, что он двигается, и не решила, что он просто притворяется. Несмотря на все их усилия, они снова остались вдвоем с Йоцубой. В школе Йоцуба отправился к Фатару, чтобы сообщить ему о предстоящем школьном лагере. Она застала его сидящим спиной к ней вместе с Мику в библиотеке. Когда он обернулся, на нем был светлый парик и жуткая маска клоуна, которая заставила ее закричать. Фатару еще несколько раз пугалась, надевая и двигая маску, пока не пришла библиотекарша и не отругала их. Оказалось, что он отвечал за проверку мужества во время лагеря, и в отместку за то, что его одноклассники возложили на себя такую ответственность, он намеревался напугать их до полусмерти. Затем Йоцуба упомянул о том, что может заставить их с нетерпением ждать приезда в лагерь. Это была легенда о танце у костра. В то время как парам, которые держались за руки в самом конце танца у костра, было суждено быть вместе. Как обычно, Фатару быстро отмахнулся от этого как от нереалистичного и глупого. Прежде чем они успели приступить к занятиям, к ним подошла Ичика и сказала, что в тот день она снимала фильм. Затем она передала Фатару свои электронные письма, чтобы они могли связаться друг с другом. Затем она попросила его получить электронные письма остальных четверых, иначе она покажет другим людям фотографию его спящего лица, которая у нее есть. Он мгновенно перешел к активным действиям. Ему удалось получить электронную почту Мику, а Ицуки нужно было подкупить, сообщив адрес электронной почты его младшей сестры. С другой стороны, Нино нуждался
вмешался в небольшой манипуляции. Он сказал, что если они впятером о чем-то говорили, то она была единственной, кто не знал об этом. Затем она настояла на том, чтобы ее включили в список, и попросила что-нибудь написать. Он дал ей свой студенческий справочник. Йоцуба тогда немного растерялся, не зная, чей адрес электронной почты пропал, но потом понял, что это ее адрес. Когда он вернулся домой, то решил, что ему следует написать девочкам об их сеансе в выходные дни. Однако он понял, что адреса электронной почты Нино не было в его контактах. К своему ужасу он вспомнил, что Нино написала свой адрес электронной почты в своем студенческом справочнике. Это тот самый студенческий справочник, в котором была его детская фотография. Ему нужно было вернуть его как можно скорее. Он отправился в дом сестры Накана и по какой-то причине подумал, что, войдя в комнату Нино, чтобы попросить руководства, он решит свои проблемы. Как и ожидалось, она разозлилась из-за того, что он туда зашел. Затем она решила оставить руководство у себя на некоторое время и отдаст его ему только в том случае, если он поможет ей проколоть ухо. Вместо того, чтобы сделать то, что она хотела, он украдкой выкрал руководство у нее из кармана. Она ударила его ногой, и он упал. Нино удалось вытащить руководство, и она увидела в нем картинку. Она сразу же была очарована мальчиком на фотографии, хотя на самом деле это был Футару. Он пошел вместе с ней и сказал, что этот мальчик его родственник. Он не только скрывал тот факт, что на фотографии изображен именно он, но и то, что с ним на фотографии была еще одна девочка. Йоцуба снова заговорил о танце у костра, сказав, что многие люди начали встречаться именно из-за этого. Футару, который всегда был реалистом, считал, что все это было просто пустой тратой времени. Йоцуба настаивал на том, чтобы люди хотели встречаться с кем-то, кто им нравится, и даже заходил так далеко, что спрашивал мнение Мику по этому поводу. Мику просто спросила, почему люди встречаются с теми, кто им нравится. Ичика, появившись из ниоткуда, ответил, что они делают это, потому что очень сильно любят этого человека. Она даже намекнула, что Мику должна знать, каково это, но Мику отрицала это. Затем Ичика сказала Футару, что в тот день ей нужно работать, поэтому она не может посещать занятия вместе с ними. Затем он заметил, что Ичика подарила Мику парик и сказала ей, что у нее должна быть назначена встреча. Футару заподозрил неладное и последовал за Мику туда, куда она направлялась. Он наблюдал, как она вошла в ванную комнату для девочек, и, к его удивлению, оттуда вышла не Мику, а Ичика. Поначалу он был сбит с толку. Потом он понял, что они поменялись местами. Он снова последовал за ней, пока она не вошла в комнату. Оказалось, что на самом деле это была не встреча, а какой-то парень обманом заманил Ичику туда, так как хотел пригласить ее потанцевать с ним во время танца у костра. Мику не знала, что ей делать, так как на самом деле она не была Ичикой. Она сказала ему, что подумает об этом, но парень воспринял это не очень хорошо. Футару пришлось вмешаться. Затем Мику сказала парню, что Футару уже пригласил ее на танец. Так вот, Футару обнаружил, что ему предстоит участвовать в предстоящем танцевальном ритуале, в который он не верит. Однако в ночь перед тем, как они должны были уехать, Рае стало плохо. Тару пришлось остаться с ней на всю ночь, так как их отцу пришлось работать по ночам. Когда наступило утро, его отец сказал ему, чтобы он отправлялся в школьный лагерь, так как он уже был дома. Он ответил, что автобус к тому времени уже уехал. Он сказал своему отцу и младшей сестре, что все в порядке, что он не может поехать. К их удивлению, Ицуки стоял у их двери. Она сказала семье Футару, что заберет его с собой. Она выпустила его на улицу, где он с удивлением обнаружил остальных 5 детей, ожидающих их. Они решили отказаться от автобуса и воспользоваться своей собственной машиной, чтобы забрать Футару. Он был тронут их поступком. К сожалению, во время их поездки туда шел такой сильный снег, что им пришлось остановиться в гостинице, чтобы их не занесло снегом. Что еще хуже, предполагалось, что они будут жить в одной комнате, так как это была единственная свободная комната. Девочки обсуждали, как им спится и как им неудобно, что Футару находится рядом с ними. Футару, с другой стороны, пришел в восторг, когда увидел, что его сестра подарила ему браслет-талисман на удачу. Они также узнали, что там есть открытая ванна, но она была смешанной. Нина была особенно возмущена тем, что они не только должны были жить в одной комнате с Футару, но и должны были принимать общую ванну. Ичика спросил ее, почему она решила, что они пойдут в баню вместе. Вместо этого он решил подразнить Нино по поводу того случая, когда она бесстыдно вошла в ванную, пока он был там. Пока девочки были в ванне, Нино начал говорить о том, что Футару представляет собой угрозу, так как они спят с ним в одной комнате. Ичика сказала, что она слишком остро реагирует и что он их друг. Однако она настояла на своем и спросила, кто будет спать рядом с ним. Им пришла в голову одна идея. Так как никто не хочет спать рядом с ним, то это должны сделать все. Они даже позаботились о том, чтобы у всех у них были одинаковые прически, так как думали, что он и пальцем их не тронет, если не узнает. Оказалось, что их беспокойство было напрасным, потому что, когда они вошли в комнату, Футару уже мирно спал. На следующее утро Ицуки испытала самый большой шок в своей жизни, когда увидела, как одна из ее сестер наклонилась к спящему Футару. Она была так потрясена, что сразу же закрыла дверь, не зная, кто из ее сестер это сделал. Наконец-то они прибыли в школьный лагерь. Все помогали друг другу, от приготовления пищи до колки дров. Йоцуба сказала Футару, что она будет помогать ему в испытании на мужество, так как он был единственным, кому было поручено это сделать. Даже несмотря на то, что ей было поручено помочь разжечь костер в лагере, она хотела помочь ему в этом. Когда наступили сумерки, Йоцуба и Футару были готовы к этому. Они нарядились ужасными существами, чтобы отпугнуть студентов, которые могут встретиться им на пути. Йоцуба был одет как мумия,
в то время как Футару был светловолосым клоуном. Благодаря им двоим по всему лесу было слышно много криков. Однако следующую прибывшую группу было трудно напугать, так как именно Итику и Мику было нелегко напугать. К счастью, две другие сестры, а именно Ицуки и Нино, были легко напуганы. Ицуки была так напугана, что побежала к тропинке, ведущей к опасному обрыву. Нино пришлось погнаться за ней, но она сама заблудилась. Она была так напугана, что споткнулась. Все изменилось, когда к ней подошел незнакомец со светлыми волосами. Она была легко сражена им, заявив, что видела его только один раз на фотографии. Она не знала, что это был всего лишь Футару, одетый в светлый парик как часть своего костюма. Он попытался помочь ей встать, но ее юбка случайно зацепилась за ветку и порвалась. К его удивлению, она стала вести себя по отношению к нему по-другому. Он понял, что это произошло потому, что она его не узнала. Он решил притвориться другим человеком, чтобы она не узнала, что он и есть тот самый мальчик на фотографии, который был тогда. Внезапно они услышали ужасающий крик вокруг себя и мгновенно испугались. В спешке убежать Нино чуть не упал со скалы. Он быстро схватил ее и отнес в безопасное место. Однако именно он мог бы упасть, если бы Нино не схватил его за браслет-оберег. Она еще больше привязалась к нему из-за его героического поступка, когда он спас ее. Нино признался, что она была напугана и попросила подержать его за руку. Вместо того, чтобы сделать то, что она хотела, он подарил ей свой браслет-оберег и объяснил, что это на удачу и защитит ее. При неожиданном повороте событий она спросила его, не хочет ли он стать ее партнером в танце у костра. Теперь он разрывался на части, так как ему все еще предстояло танцевать с Итикой. Прежде чем он успел ответить, они увидели приближающуюся к ним фигуру. Они снова испугались, но это было бессмысленно, так как это был всего лишь плачущий Ицуки, который, казалось, потерялся. Ее ужасное чувство направления снова подтвердилось. Ицуки мгновенно обняла свою сестру. Они были рады, что теперь оба находятся в безопасности. Однако, когда Нино повернулась, чтобы представить парня, с которым она познакомилась, его уже не было. Тем не менее, Нино не была обескуражена. Когда она вернулась в лагерь, она без умолку рассказывала о парне, с которым познакомилась. Тем временем Фитару никак не мог понять, как ему удается танцевать с Итикой и Нино одновременно. Затем Фитару помог Яцуба принести дрова из сарая для костра. Он отплатил ей тем же, так как она помогла ему пройти испытание на мужество. Она жаловалась на то, что он оставил ее одну пугать всех остальных. Позже даже Ичика пришла ей на помощь. Он увидел в этом возможность решить свою проблему с костром. Ичика заметила, что он ведет себя не в своем характере, заводя с ней разговор, который не касался учебы. Она заставила его рассказать ей, в чем дело, и выяснила, что он не хочет, чтобы люди ненавидели его. Она сказала ему, что он может попрактиковаться в общении с ней, потому что она может притворяться своими братьями и сестрами. Она также посоветовала ему просто вести себя нормально и быть милым. Когда они вернулись в сарай, чтобы забрать последние оставшиеся дрова, он наконец сказал ей, чтобы она прекратила танцы. Когда он посмотрел в ее сторону, то никак не ожидал ее реакции. Она плакала. Прежде чем он успел что-либо с этим поделать, появились другие ученики, и они спрятались, чтобы их не нашли в такой ситуации. К сожалению, они подумали, что в сарае никого нет, поэтому закрыли сарай и заперли их там. Фатару и Ичика оказались запертыми внутри сарая. Они пытались найти способ открыть дверь, но она была заперта на замок. Что бы они ни делали, они все равно застряли там. Ичика беспокоилась о том, что подумает Мику, если узнает, что она была там с Фатару, особенно с учетом того, что она знала, как ее сестра относится к нему. Через некоторое время Фатару попытался развести костер, хотя Ичика считал, что в этом нет необходимости. Она попыталась вовлечь его в разговор, однако он настаивал на том, что занят. Она забеспокоилась, что ей будет неловко с ним, так как чуть раньше она плакала, когда он сказал ей отменить танцы. Тем временем остальные участники Квинта начали беспокоиться о том, что они оба пропали без вести. Мику сразу поняла, что они были вместе, и забеспокоилась. Она была первой, кто начал их искать. В сарае Ичика все еще болтала без умолку, в то время как Футару все еще отчаянно пытался развести огонь. Чтобы привлечь его внимание, она сказала ему, что возможно бросит школу. Это определенно остановило его от того, чем он занимался. Она объяснила, что может сделать перерыв в учебе, чтобы сосредоточиться на своей карьере. Ей нужно было присутствовать на всех концертах, которые она начинала устраивать. Она была удивлена, что он вместо того, чтобы остановить ее, поддержал ее. Он сказал ей, что это здорово, что он наконец нашел то, чем она хотела бы заниматься. Пока он подбадривал Итику, ему наконец удалось разжечь костер, чтобы им было тепло. Затем она сказала ему, что это нормально, что они не будут танцевать вокруг костра. Она только попросила, чтобы они потанцевали прямо здесь, у своего собственного костра, и он согласился. Он обнаружил, что причина, по которой он не хотел танцевать с ней на улице, заключалась в том, что ему было неловко. Он объяснил ей легенду о танце у костра и о том, как пары к концу танца будут жить своей жизнью вместе. Именно тогда Ичика поняла, как сильно она обидела Мику. Она и не подозревала, что танец у костра так важен для ее сестры. Пока она паниковала из-за того, что натворила, бревно, прислоненное к стене, начало падать, когда она случайно пнула его ногой. Он побежал, чтобы убрать ее с дороги, и они упали на землю, когда она попыталась вырваться из его объятий. В конце концов, бревно повредило дверь и сработала сигнализация. На них полилась вода. В довершение всего дверь наконец открылась,
и на улице появились Мику и Ицуки. Они спросили их, что они там делают в таком положении. У них обоих начали возникать подозрения. На следующий день Фатару почувствовал себя неважно из-за вчерашних событий. Однако Йоцуба, не подозревая о его надвигающейся болезни, убедил его покататься с ними на лыжах. Несмотря на то, что Ичика была больна, Ицуки был рядом, чтобы позаботиться о ней. Она пыталась убедить Ицуки покататься на лыжах без нее. Она отказалась, но Ичика видел ее насквозь. Она знала, что Ицуки еще не готов встретиться лицом к лицу с Фатару. Она спросила Ицуки, действительно ли она считает Фатару плохим человеком. На вершине горы Фатару готовился кататься на лыжах вместе с Йоцубой. Вскоре после этого приехала и Мику. Что было еще более удивительно, так это то, что приехала Ичика. Они решили поиграть в пятнашки, хотя Футару находился в невыгодном положении, так как не умел кататься на лыжах. Однако он был готов это сделать, так как ему нужно было объяснить Мику, что произошло с Итикой, так как он знает, что она все неправильно поняла. Но прежде чем он смог заговорить с ней, Мику быстро стала избегать его, так что в итоге он катался на лыжах вместе с Итикой. К сожалению, в итоге он ударился головой о дерево. Ему было так стыдно за то, что он привлек к себе внимание, что он ушел в смущение. Однако повязка, которую ему дала Нино, упала, не подумав, что это кто-то другой. Нино увидела это, и она поняла, что там был тот парень, с которым она познакомилась вчера. Он стоял к ней спиной, так что она не могла его видеть. Когда она попыталась заговорить с ним, он убежал, чтобы избежать конфронтации. Однако удача отвернулась от него, когда он встретил Юцубу, который искал его с тех пор, как игра все еще продолжалась. Чтобы спастись от них обоих, он спрятался в иглу, но там он был не один. Мику тоже прятался там. Футару уже собирался уходить, когда она сказала, что там очень тесно, но она остановила его. Он решил остаться, и они начали беседовать. Мику явно пыталась сдержать свои эмоции. Он начал говорить о том, что они все пятеро, возможно, начинали как равные, но их усилия нельзя игнорировать. Он сказал ей, что они должны быть справедливыми, а не равными. В тот момент, когда он произнес эти слова, Мику изменила свою точку зрения. Фатару и Мику пришлось искать Ицуки, так как Ичика сказала им, что она сама по себе. Первым местом, которое они проверили, был ресторан, так как Фатару знал, что Ицуки любит поесть. Однако ее там не было, и Мику сказала ему, что с его стороны было бы невежливо думать, что она там будет. Они пытались выяснить, где она находится, тем более, что они не могли связаться с ней. У Тару появились признаки усталости, и она прислонилась к стене. Он понял, что ему плохо, особенно с тех пор, как он заботился о Рае, когда она была больна. Он чувствовал себя виноватым из-за того, что, вероятно, передал Ичике ее болезнь. Мику забеспокоилась, что он так сильно потеет, и сказала ему отдохнуть. Как раз в этот момент прибыли другие братья и сестры и стали волноваться за Ицуки. Перед тем, как Итику и Футару отправили отдыхать в лагерь, он сказал им, что Ицуки, возможно, заблудился. Они предположили, что она, возможно, отправилась в тот район, о котором предупреждал их сенсей, и не была замечена. Когда Нино сказала, что расскажет об этой ситуации их учителям, Ичика начала вести себя подозрительно. Она остановила ее от этого. Она убедила их чаще искать ее самостоятельно. Нино рассердился на нее, сказав, что на кону стоит жизнь Ицуки. Фатару заметил это странное поведение, несмотря на головокружение. Он понял, что все это время замечал что-то странное в поведении Итики. Он попросил Итику пойти с ним, чтобы они могли вместе поискать Ицуки. Он отвел ее к воздушному лифту, чтобы посмотреть на людей сверху вниз. Он указал на кого-то внизу и сказал ей, что, по его мнению, это был Ицуки. Она уверенно сказала ему, что так не думает. Он посмотрел на нее и сказал, что, конечно же, это была не она, потому что это был парень. У Итики не было плохого зрения. У Ицуки тоже было плохое зрение. Он снял с нее капюшон, чтобы показать ее рыжие волосы. Ичика все это время была Ицуки. Ичика никогда не ездила туда кататься на лыжах. Ицуки извинился перед ним. Она просто хотела убедиться, что он хороший человек, поэтому он притворился Итикой. Вару сказал ей, что она такая неуклюжая. Однако, прежде чем они смогли продолжить разговор, Ватару внезапно наклонился к ней. Ицуки чувствовала себя неловко из-за происходящего, но вскоре она поняла, что Ватару потерял сознание. Он был слишком болен, чтобы находиться в сознании. Вскоре братья и сестры отвели его к своему учителю. Он был заперт в одной комнате, и их учительница предупредила их, чтобы они дали ему отдохнуть. Им не разрешалось входить внутрь. Они настояли на том, чтобы остаться, но Фатару сказал им, что им нет смысла там находиться. Нино сказал ему, что они просто беспокоятся о нем. Однако их учительница была непреклонна, и вход в комнату был запрещен. Прежде чем войти в комнату, он хотел поговорить с Нино наедине. Он сказал ей, что его родственник, с которым она познакомилась, не сможет присутствовать на танцах. Он знал, что ей нравится тот человек, за которого она его принимала, когда он носил этот светлый парик, но ему пришлось сказать ей, что он не придет. Из-за этого Нино расстроился из-за всего этого танца. В конце концов,
она решила не участвовать в нем, потому что ей отказали. Тем временем Ицуки начал чувствовать себя виноватым из-за того, что выдавал себя за Итику, что, возможно, привело к тому, что Фатару упал в обморок от усталости. Он пробирался по коридору, когда она заметила Йоцубу, держащую в руках буклет школьного лагеря Фатару. Они видели, сколько заметок и закладок у него было на нем с тех пор, как он с нетерпением ждал этой поездки. Они начали чувствовать себя виноватыми за то, что мешали ему наслаждаться поездкой. Но потом они заметили, что он перечислил истории о поездке с ними, чтобы рассказать их своей младшей сестре. Позже Ицуки решил прокрасться в комнату, где находился Фитару. Она подождала, пока учитель, который присматривал за ним, уйдет, прежде чем встать и поискать выключатель света. Когда она включила свет, то поняла, что все ее братья и сестры тоже были там. У всех у них была одна и та же идея – проверить, как там Фитару. Когда пришло время заканчивать танец у костра, в конце концов, Фитару держал за руку не только один человек. Хотя никто из них этого не осознавал, все пятеро держали его за руки, когда обратный отсчет закончился. Таро проснулся на больничной койке с другим цветом глаз. Да, теперь у него золотистые глаза. Нино приехал навестить Футара и проверил его здоровье. По крайней мере, он так думал. Услышав шаги своей сестры, Нино спряталась за идеальным укрытием. Йоцуба и Чика и Мику вошли в комнату в поисках Нино, и с помощью своей зеленой ленты на голове Йоцуба почувствовала вонючий запах тела Нино. Я имел в виду ее духи. Тем временем Ичика, она же старшая на 5 секунд, передала Футара кое-какие школьные принадлежности. Да, это именно то, что нужно. Самое лучшее, что можно сделать, это навестить своего больного любовного интереса и сказать в своем монологе, что школа больше не кажется ей скучной и что она откладывает свою карьеру в области V-образных трубок, чтобы проводить больше времени с Вара, что вполне разумно. После того, как девочки вышли из комнаты, Вара снова почувствовал себя здоровым. «Ты такой милый». Тем не менее, я его понимаю. Кто из вас чувствует себя плохо сразу же после того, как к вам приходят 4 дамы, чтобы проверить ваше состояние? Опять же, именно так он и подумал, потому что после разговора со своим врачом, который, кстати, явно не является папой Накана, Ватара понял, что девочки на самом деле пришли не для того, чтобы навестить его, и назвал 5 детей идиотами, но для того, чтобы сделать свои сезонные прививки от вакцинации. Именно поэтому Нино и Ицуки запомнили девушку со звездными заколками для волос. Да, это она. Мы пытаемся спрятаться. Когда Фатару отправляли обратно в его палату, он мельком увидел своего врача, который сказал ему: «Мои девочки не идиотки». «О, Фатару, говорю тебе, ты здорово облажался». Пока он вспоминал далекое детское воспоминание о молодой девушке, вероятно, одной из квинтов, он не заметил, что Ицуки, мой друг, сидит у его кровати. Она просто пряталась от своих сестер, чтобы не получить прививку от вакса. После небольшой беседы во время напряженного состязания в гляделках, Фатара вспомнил школьную поездку в Киото 5 лет назад, когда он встретил молодую девушку в своей смутной памяти. Он закончил эту историю вторжением инопланетян? Да, я тоже в замешательстве. А потом в драматическом монтаже Фатару увидел сходство между молодой девушкой и Ицуки. Как это романтично. Как бы то ни было, приехали братья и сестры, и Нино потащила Ицуки сделать прививку от гриппа. Наш герой наконец-то выписался из больницы и вернулся под крышу дома Накана. Врачи, очевидно, не проверяли зрение Фатару, потому что как он мог не заметить разницы между девочками? А может быть, это связано с новым художественным стилем? Фатару нашел проваленные контрольные работы одной из сестер, но имена были вырваны. После некоторого детективного расследования девушки в халате и путаницы Фатару с именами всех остальных, Ичика выяснил, что на самом деле они являются сексуальными двойняшками. И у них есть 6-я сестра по имени Мицуми. Нет, на самом деле это не так. Это просто один из предметов антиквариата, который Ичика купил в надежде скрыть свои проваленные экзамены. Ты понял? Прикройся чем-нибудь. Ведь ты же знаешь, что такое халат. Не обращай внимания. Фатара наконец-то выяснил, кто был виновником, заставив Никоноса пересдать экзамен. Поначалу он думал, что все экзаменационные работы были написаны Итиками, судя по ее почерку. Однако позже он понял, что стиль почерка каждого из них был очевиден во всех работах и проваленных тестовых работах. Да, именно все они провалили тест. Ни с того ни с сего, не обращая внимания на суматоху. Ицуки начал флиртовать и спросил Фатару, не пытается ли он выяснить, не является ли один из них это была та самая девушка, с которой он познакомился в Киото 5 лет назад. Фатару подумал об этом и спросил их об этом. Никто не ответил, поэтому он продолжал оскорблять их, говоря, что девушка, которую он встретил, не была бы такой глупой, как они. Приготовься к некоторым неприятным моментам в этом эпизоде, а также к некоторым откровениям. До промежуточных экзаменов осталась уже неделя, и сестрам еще предстоит пройти долгий путь. Но несмотря на эту тяжелую ситуацию, возникают проблемы, поскольку Фатару изо всех сил пытается заставить 5 детей сосредоточиться на подготовке к предстоящим экзаменам. Наш герой, будучи преданным своему делу репетитором, написал стенограмму
программы заданий для сестер, чтобы они могли их изучить. Да, ты правильно расслышал. Он написал учебные материалы для всех 6 дам за одну ночь, потому что у него не было принтера или чего-то еще. Вот это было посвящение, сэр. Я приветствую тебя, Фатару. Из-за этого Фатару опоздал на запланированное учебное занятие и даже заснул на пороге дома Накана. Ицуки думал, что он умер. Как драматично. Когда Фатару вошел в гостиную, он почувствовал плохую атмосферу между Мику и Нино, которые спорили о том, чье телешоу показывать нужно играть в эту игру. Это просто обычные братские отношения. Когда они начали свое учебное занятие, у них начали возникать проблемы, когда Мику и Нино начали ссориться. Например, Мику одолжила у Нино ластик, не спросив у последнего разрешения, а Нино назло выпила содовую Мику матча. А газировка матча действительно существует. И вот Вару задумалась о том, как снова свести сестер вместе. Вару, вот что я тебе сейчас скажу. Не вмешивайся в чужие семейные проблемы. Йоцуба предложил провести операцию под названием «Все ладят друг с другом». У тебя что, плохая репутация? Просто смирись с этим. Как бы то ни было, план состоял в том, чтобы привести Мику и Нино в хорошее настроение, что должно было остановить драку. Конечно же, это не сработает. Наш герой способен на многое, но быть хорошим мотиватором – это не одно из них. Ичико присоединился к нам и предложил провести операцию «Третья сила», в ходе которой Фатару становится общим врагом этих двоих, что должно заставить их объединиться. Однако это тоже не сработало и только спровоцировало Нино до такой степени, что она покинула группу, чтобы учиться самостоятельно. Фатару пытался удержать Нино, но девочка была такой большой. Девочка вела себя просто ужасно. С ней было очень трудно. Мы стараемся оставаться здесь на 13-м месте. Нино ответил примерно так: «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу». Это отсылка к «Игре престолов». Мику это не понравилось, поэтому она вмешалась и сказала Нино, чтобы он, по крайней мере, взял набор задач, который подготовил Фатару. Но черт возьми, эта девочка действительно испытывает всеобщее терпение. Она испортила тяжелую работу нашего героя. Бедный Фатару. Так что лучшая девочка ест суки. Склонный к предубеждениям, вмешался после нескольких интенсивных рукопашных схваток. Черт возьми, он ест суки, это было очень приятно. В гневе Нино сорвалась с места и объявила, что съезжает. Другие сестры пытались поговорить об этом и смягчить ситуацию, однако она уже обострилась. Подожди, что же дальше? Ицуки тоже уезжает. В этот момент, возможно, Фатару уже понял, что ему не следовало пытаться совать нос в проблемы других семей. На следующий день Мику и Фатару отправились на поиски 2/5 детей. Но, будучи слабаками, они быстро уставали и не могли много ходить вокруг да около. Как говорится, отчаянные времена требуют мудрых мер, и Мику использовала себя в качестве живой фигуры, чтобы искать Нино и Ицуки, спрашивая прохожих, не видели ли они кого-то похожего на них. Точь в точь, как она. Это на удивление хорошо сработало, так как одна дама увидела кого-то похожего на нее в отеле, где она остановилась. Да не просто в каком-то отеле, а в роскошном отеле. Они сразу же догадались об этом. Это Нино. Используя ту же самую схему, они смогли проникнуть в комнату Нино, сказав персоналу, что Мику, как и Нино, забыла свои ключи, и они открыли им дверь. Однако, прежде чем они успели сказать то, что хотели сказать, Нино отпустила их. Это было классическое поведение Нино. Когда Фатару попытался протестовать, Нино заметила у него на руке браслет, похожий на тот, что был у нее с Кентаро. Помнишь светловолосого парня, который оказался просто Фатару и носил светлый парик, которым они поделились во время прогулки по школьному лагерю? И несмотря на газовое освещение, Нино ожесточила свое сердце еще больше и произнесла слова: «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу». Потерпев поражение, Мику и Фатару покинули отель и обсудили случай с Ицуки, когда Мику сообщила Фатару, что Ицуки действительно оставила свой бумажник у них дома. Это означало, что она не могла находиться в роскошном отеле. Фатару приехал домой, и его встретила его сестра Рая. Он обратил внимание на сладкий, пикантный, восхитительный аромат готовящегося карри. Бутару подумал о том, что Ицуки где-то беспомощно, замерзла и проголодалась, потому что забыла свой кошелек. Но тут вдруг раздался знакомый голос. Да. Ицуки был у себя дома. Атмосфера была очень неловкой, и эти двое никак не могли уснуть. Они решили прогуляться и прекрасно провели время. И это стало для них откровением. Помнишь, как девочки очень избалованы, они могут купить все, что им нравится, они хорошо обеспечены и по сути просто богаты. Ицуки показал, что они не всегда были такими. До того, как их мать вышла замуж за отчима, они жили в крайней нищете, так как Акасан работала в одиночку, чтобы прокормить 5 своих детей. Когда их мать скончалась от болезни, Ицуки решила взять на себя ответственность и руководить своими сестрами вместо матери. Какая же она милая и ответственная девочка. После некоторого сердечного разговора Футару снова заговорил о девушке на фотографии и сказал, что Ицуки по сути является второй матерью. А Футару будет вести себя как отец, и что же? Это так неожиданно.
Сегодня вечером на берегу в полнолуние очень красиво. Ты это слышал? Наша девочка только что призналась Фатару во всем. Хорошо, хорошо. Успокойся. Успокойся, я сам. В любом случае, конечно, будучи плотным как ядро земли, Фатару не понимал, что это значит. И ты, вероятно, тоже этого не понимаешь. Сказать кому-то, что Луна прекрасна, это поэтический способ сказать «я люблю тебя» на японском языке. На следующий день Фатару узнал, что Йоцуба присоединился к команде по легкой атлетике. Это расстроило Фатару, потому что он знал, что это может помешать Йоцубе эффективно учиться. Последняя утверждала, что она пыталась отказаться от этой роли, но ей дали понять, что команда не сможет принять участие в марафоне без нее. И пока они разговаривали, прибыл руководитель команды по легкой атлетике, чтобы напомнить Йоцубе о тренировке, на которой Йоцуба немедленно подчинился и убежал. Фатару попытался догнать его, но его выносливость подвела его. Когда он переводил дыхание, он увидел, как подошла Нино. Фатару пытался убедить Нино вернуться домой, и, к удивлению первой, она согласилась. Нино сразу же вернулась в отель, потому что именно это место она теперь считала своим домом. Опять же, Фатару был уволен в сопровождении охраны отеля. В то время как Фатару размышлял у пруда о том, как он мог бы воссоединить сестер для учебы перед экзаменами и как он мог бы утонуть в пруду, неожиданно появилось знакомое лицо. Она была похожа на ту девушку, которая теперь стала леди на фотографии. Они катались на байдарках по пруду и говорили о том, чтобы двигаться дальше и забыть друг друга. Ошеломленный Футару падает в пруд. Прежде чем Рина попрощалась, она конфисковала фотографию и оставила Фатару на память небольшой свиток из Киото. Позже Фатару возвращается в отель, где остановился Нино, несмотря на то, что он весь промок. Но когда его остановили охранники, он безнадежно подчинился. Нино увидела, что произошло, и, возможно, ее сердце смягчилось. Она дала Фатару полотенце и позволила ему войти в ее комнату. Из жалости и абсолютно ни к чему другому, Нино отвела Фатару в свой гостиничный номер и позволила ему принять душ. Пока она сидит на корточках снаружи, отделенная только стеклянной стеной. В этом определенно нет ничего странного. Знакомое ощущение воды, стекающей по его голове, напомнило Фатару о том, как он упал в пруд, когда встретил девушку на фотографии всего несколько минут назад. Итак, вот что произошло. Пока Фатару обдумывал миллион способов собрать семью Накана вместе, внезапно появилась девушка из Киото. Так оно и есть, и хотя Фатару с нетерпением ждал этого момента, его не очень сообразительный, когда дело доходит до любви, мозг дал сбой, и он попытался убежать прочь. Однако Рина потащила его к байдарке и там попрощалась с ним в последний раз. Когда он пытался догнать Рину, он потерял равновесие на байдарке и упал в воду. Вернувшись в сцену в душе, Нино извинилась перед Фатару за инцидент с набором задач, но отказалась, когда Фатару сказал ей, что она должна извиниться и за то, чтобы съесть Цуки тоже. Фатару сказал и Цуки, что Нино извинилась перед ним и что ей тоже следует быть менее упрямой. Он предложил сестрам как-нибудь сходить куда-нибудь, и, возможно, они вернутся, чтобы стать единомышленниками. И Цуки рассказала о том моменте, когда они с Нино пошли в кино и заспорили о том, какой фильм лучше. Нино считала, что любовь к летним каникулам – это лучше, чем то, чего хотел и Цуки, а именно истоки жизни, неизвестные тайны. Честно говоря, я предпочитаю книги Ицуки. Конечно же, не потому, что она моя любимая. Как бы то ни было, Атару не удалось убедить Ицуки вернуться к ним домой. На следующий день Фатару возвращается к Нино в отель, чтобы снова убедить ее вернуться домой. После серьезного разговора о том, чтобы изменить прическу и вспомнить моменты, проведенные с Кентаро во время школьного лагеря, Нино наконец согласилась вернуться к ним домой. Но с одним условием. Она должна попрощаться с Кентаро, двоюродным братом Фатару первым, и двигаться дальше от их несуществующих отношений. «Я больше не знаю, Фатару, во что ты себя втянул». Переодевшись в Кентару, Фатару придумал два варианта выхода из сложившейся ситуации. Продолжать притворяться Кентару и позволить Нино забыть о нем, или показать, что они с Кентару один и тот же человек, и попросить прощения. Фатару уже собирался перейти на второй маршрут, но Нино продолжала его перебивать. Она даже вернула браслет, который забрала у Фатару ранее. Кентару и Нино начали заниматься разными вещами в гостиничном номере. О, я совсем не это имел в виду. Они начали делать несколько слоек с кремом, на что Нино поинтересовался, нравятся ли они Кентару. Она выбежала на улицу и позвонила Фатару. Это просто безумие. Так вот, Фатару умудрился остаться в своем обличье Кентару, отвечая на телефонные звонки как Фатару. После того, как они создали много слоек с кремом. И я имею в виду очень многое. Кентару начал свой план, чтобы убедить Нино снова быть вместе со своими сестрами и пригласить их прийти и насладиться слоями с кремом, которые они приготовили. Конечно же, Нино не согласилась на это. Да ладно тебе, это был ее единственный шанс провести время со своим прекрасным принцем. Когда Кентару сказал, что хочет только одного, чтобы Нино и ее сестры снова были вместе, радар Нино, вероятно, почувствовал что-то подозрительное. Затем Нино извинилась и ушла, а Кентару позвонила Нино и сказала, что хочет встретиться с ним Фатару в кафе.
Сейчас что-то должно произойти. Так вот, они встретились в кафе, и Нино предложила Фатару кофе со льдом. «Я говорю тебе, Фатару, не пей это». Нино сказала Фатару, что, по ее мнению, Кентару пригласит ее на свидание. Конечно же, все это было просто игрой. Она, вероятно, уже раскусила маскировку Фатару и просто хотела немного развлечься. Нино инициировала рукопожатие, возможно, в знак благодарности за то, что Фатару позволил ей увидеть Кентару. Когда Фатару протянул руку, Нино схватила его за запястье и показала браслет, который она якобы вернула Кентару. Прежде чем наш ведущий успел что-либо объяснить, наркотик или, возможно, яд, содержащийся в кофе со льдом, подействовал, сбив Фатару с ног. Это классический ход Нино. Ты хорошо выполнил его. Когда Фатару наконец пришел в сознание, он отправился в гостиничный номер Нино, но она уже ушла. В короткой сцене видно, как Йоцуба борется со всей командой по легкой атлетике и капитаном команды, которая оказывает на нее давление. На следующий день Фатару и Ицуки отправились на поиски Нино, пока не наткнулись на Йоцубу с командой по легкой атлетике. Фатару пытался вразумить Йоцубу, чтобы убедить ее готовиться к экзаменам и не отвлекаться на легкоатлетический клуб, но есть лидер команды, с которым у Фатару были проблемы, чтобы доказать, насколько важны экзамены. Не в силах разобраться с упрямством следопыта, Фатару решил бежать вместе с ними, чтобы сдать Йоцубе экзамен на перемещение. Они буквально бегут, отвечая на экзаменационные вопросы. Позже, тем же вечером, Йоцуба и Ичика занялись эротической чисткой зубов и обнаружили, что Йоцуба все еще носит трусики маленькой девочки. Ну и что же? В то время, как это происходило, Ичика на самом деле звонил Фатару и услышал, что Йоцуба хотел покинуть легкоатлетическую команду, но сдерживался. Потому что это может повлиять на команду, у нее была хорошая успеваемость, даже несмотря на то, что она уже испытывала трудности с учебой. Они планируют помочь Йоцубе освободиться от участия в легкоатлетической команде. Сегодня день до их плана по освобождению Йоцубы из-под контроля легкоатлетической команды, а Мику нигде не найти. План состоял в том, чтобы Мику вела себя как Йоцуба и ушла из легкоатлетической команды вместо нее. Однако она еще не приехала, и команда сейчас уезжает на тренировку. Из-за тяжелой ситуации им пришлось действовать немедленно без Мику. У Фитару возникла идея, что именно Ицуки будет выдавать себя за Йоцубу, пока Ичика попытается связаться с Мику. Тем временем Мику и Нино спорили о том, чей напиток лучше, черный или зеленый. Я предпочитаю матча. После некоторого полезного разговора о том, как сильно они теперь отличаются друг от друга, как 5 детей, пришло время постричься. Вернувшись к своему делу, чтобы освободить Йоцубу, наш герой и Ицуки бросили вызов законам оптики, когда волосы Ицуки стали розовыми в тени. Я и не знал, что такое возможно. Просто удивительно, как капитан трека сразу же раскусил маскировку. Я ведь знаю, не так ли? Длина волос на самом деле не бросается в глаза. Йоцуба прибыл до того, как Ицуки попал в еще какие-то неприятности. Подожди, если это Йоцуба, то кто же это рядом с Фатару? Йоцуба, Ичика, Ицуки? О, это должно быть Мику. Она наконец-то появилась в самый подходящий момент, но потом оказалась позади Итики. А как же Мику? Значит, так оно и есть. Это Нино. Теперь Йоцуба наконец-то освободился от команды по легкой атлетике и теперь может сосредоточиться на подготовке к предстоящему экзамену. И в этот момент наши персонажи узнают, что люди способны меняться и изменяться. Они постоянно меняются. Нино наконец-то может попрощаться с Кентару. В момент примирения Ицуки и Нино извинились друг перед другом. Ицуки подарил им в знак извинения билеты на совместный просмотр фильма «Любовь на летних каникулах». Тем временем Нино также приготовила билеты в кино на фильм «Происхождение жизни. Неизвестные тайны для Идзуки». Это так мило. 5 детей наконец-то собрались вместе и вернулись к учебе перед предстоящим экзаменом. Возможно, не убедившись в умственных способностях сестры, Фитару прибегла к финальному танцу запрещенной техники «Лучу надежды». Это была шпаргалка. Все сходят с ума. Просто на тот случай, если у них возникнет препятствие и им понадобится эликсир. В день экзамена Фатару позвонил сестрам. А как же папа? Почему? Только Фатару знает, что произошло во время их разговора. Фатару очень надеялся на то, как Накана справится с экзаменом. Но, увы, даже у Надежды есть свои пределы, так как сестры все равно не смогли сдать экзамен. Когда пятерняшки собрались вместе в своем доме, чтобы обсудить, как им поступить в сложившейся ситуации, раздался звонок в дверь. «Ты в порядке?» К сожалению, нет. Это был их дворецкий. Или секретарша их отца. Я действительно не знаю. А кто в это время будет их наставником? Ты спрашиваешь, где Фатару? Он уволен. Или скорее, он бросил заниматься репетиторством. Так вот, в то время, когда Фатару звонил папе Накана, он уже расстался с 5 детьми. Естественно, девочки винят себя в том, что Фатару перестал быть их наставником. Фатару должен был бы быть измотан тупостью этой дамы. Мне очень жаль, но это была шутка.
Кроме того, папа Накана запретил Фатару когда-либо снова входить в их дом. Чувствуя себя побежденными из-за того, что они больше не могут продолжать свои фантазии, девочки попытались протестовать. Однако дворецкий разрешил им связаться с Фатару или выйти из дома только после того, как они закончат учебу в этот день. Они сказали, что задания, которые дал им дворецкий, были довольно простыми, но дворецкий предупредил их, что он даст им еще один набор учебных материалов, если они не могут преодолеть подготовленные проблемы. Чтобы убедиться, что они получили правильные ответы, они вспомнили о финальном танце, запрещенной технике, луче надежды и шпаргалки. Сестры думали, что все надежды были восстановлены, но они были тронуты, когда открыли шпаргалки. Там не было никаких ответов, решений или чит-кодов. Там были сообщения от Фатару, которые напоминали им о том, какими глупыми они были. Нет, со всей серьезностью Фатару оставлял им персонализированные сообщения, которые трогали их сердца, тронутые этим милым жестом. Они были полны решимости продолжать разрушать психическое здоровье Фатару и в очередной раз придумали план, который повлек бы за собой отказ от их элитного статуса. Они планировали заказать торт у Фатару, не утруждая себя расспросами. Я также не знаю, как он перешел от репетиторства к продаже выпечки. В канун Рождества 5 детей отправились в кондитерскую, где находился Фатару, и заказали торт с доставкой на дом. Когда сестры попытались убедить Фатару снова стать их наставником, последний заявил, что ему больше не разрешается возвращаться в резиденцию Накана. Но подожди, вот тут-то и начинается наш план. Братья и сестры решили съехать и снять собственное жилье, которое будет оплачиваться из заработка Итики. Теперь у Фатару больше не было причин отказываться от уговоров сестры. Обрадованный этим событием, Фатару прыгнул в реку. Нет, он действительно упал, пытаясь поймать ключи от отеля, которые бросили сестры. Падение в воду вызвало у Фатару посттравматическое расстройство, вызванное воспоминаниями о том, как девушка из Киото Рина попрощалась с ним у пруда. Не обращая внимания на то, что шел снег, сестры последовали за Фатару в воду и отправились купаться ночью. И покойся с миром – это наушники Мику. В процессе Фатару потерял сувенир, который оставила ему Рина, и он наконец смог попрощаться с ней. И не волнуйся, торт в безопасности Ицуки. Эпизод начинается с того, что папа Накана вспоминает свой разговор с Фатару, когда тот ушел в отставку. Он вспомнил, как Фатару указывал на его небрежность как отца и называл его тупицей. Да, именно так Фатару и поступил. Я не знаю, откуда у него взялось мужество сделать это, но он это сделал. Он сделал своего вероятного отчима своим врагом. Это не очень хорошая идея. Тем временем уже наступил Новый год. И по японскому обычаю наши любимые герои отправились в святилище. Жизнь Фатару была предсказана, когда он открыл газету с предсказанием на худшую удачу. Бедный Юзуги. И как будто по сигналу, как оно и есть на самом деле, жалкое состояние Фатару проявилось, когда он встретил сестер храма. Яцуба пригласил Фатару и Рию на их новое место жительства, чтобы, вероятно, отпраздновать Новый год. Когда они приехали туда, девочки начали драться друг с другом, чтобы привлечь внимание Фатару и заставить его сделать массаж. «Какой же ты везучий сукин сын! Опять же мы стараемся быть здесь на 13-м месте». Похоже, Фатару досталась доля удачи Рии. Прежде чем продолжить свой массаж в гареме, сестры уединились и провели совещание в своей комнате, пока Фатару играл в комбинационную игру с бумажными куклами для 5 детей. Честно говоря, я не могу поручиться, сможет ли он играть в эту игру, учитывая, что он слеп, когда дело доходит до различий между сестрами. Находясь в комнате, сестры обсуждали, как им отплатить Фатару за то, что он попросил его стать их бесплатным наставником. Он придумал план, как отплатить Фатару, поцеловав его. Это очень странно. Почему Мику воображает, что делает что-то с Фатару? Как насчет того, чтобы просто заплатить ему наличными? Да ладно тебе, этот парень на мели. Да, я совсем забыл, что они больше не будут зависеть от своего папочки Накана. Или да, Ицуки, спасибо тебе за это предложение. После некоторого глубокого размышления Ичика решил просто рассказать Фатару о том, что происходит, и спросить его, какую сумму он хочет получить в качестве оплаты. При таком повороте событий Ичика встречается лицом к лицу со звездой своей жизни, когда открывает дверь и впадает в глубокую кому. Не обращая внимания на происходящее, Йосуба продолжает вытирать крем от торта, оставшийся на щеках Фатару. Я просто знаю, что Фатару намеревался оставить каплю крема на своих щеках, чтобы одна из девочек вытерла его. Подожди. Йоцуба не вытирал крем со своих щек, а слизывал его. Я имею в виду, что он его высосал. Боже мой, теперь Шу столкнется лицом к лицу с гневом Кудрия. Йоцуба объяснил, что это была плата за его обучение, но, конечно же, Фатару этого не принимает. Ему нужны деньги. На эти деньги можно купить еду и другие вещи. Поцелуй ничего не значит. Все правильно, король. Я сторонник практичности. Будучи таким ботаником, каким он является, а мистер не может отдохнуть даже в праздничные дни, он потребовал, чтобы дамы уже начали заниматься. Испытывая боль от этого зрелища, Рия покинула сцену, чтобы продолжить наслаждаться Новым годом. В середине учебного занятия Ицуки предложил
предложила остальным сестрам также найти работу, чтобы помочь Ичике оплатить счет. Ицуки хотела стать таким же репетитором, как Фатару-кун. Мне тоже будет жаль ее учеников. Йоцуба предложил ей поработать в супермаркете, но их, скорее всего, немедленно уволят. Мику хотела поработать в концептуальном кафе для прислуги, которое, вероятно, могло бы сработать. При упоминании о кафе было обращено внимание на мечту Нино открыть кондитерскую. В разгар встречи Ичика разделась догола, пока спала. Ей, наверное, снится, что она превратилась в банан, а Фатару выселяют из дома. Пока она просматривала свой телефон в поисках работы, Ицуки позвонила от папы Накана. Тем временем в кафе, где работает Фатару, владелец объявил, что магазин арендован для съемок фильма. Это хорошая экспозиция для магазина, подумал владелец магазина. Когда актеры фильма прибыли в ресторан, Фатару заметил знакомое лицо. Это была Ичика с косичкой, изображающая старшеклассницу, которая вот-вот умрет от проклятия за то, что съела торт. В середине съемок Ичика тащит Фатару к Абюдону и объясняет, что она соглашается даже на такую комичную роль, потому что ей пришлось постоять за себя. Сестры. После съемок сцены, где Ичика ест отравленный пирог, приготовленный Фатару, Ичика попытался ответить на множество задач. Фатару нашел ее и поджарил за то, что она неправильно поняла какой-то предмет. Пока они обсуждали, насколько плохим был пирог, Ичика заснула. Фатару воспользовался этой возможностью, чтобы сказать Ичике, как он поражен ее решимостью, и похвалил ее. Да, Фатару, может быть, она все еще может слышать, потому что она все еще может слышать. Она просто притворялась спящей. Позже в тот же день Фатару отправилась за продуктами вместе с Йоцуба и Нино. Важно отметить, что они купили шоколад у Мику. А почему? Скоро день Святого Валентина. Когда они возвращались домой, они заметили, что Йоцуки встречается в ресторане со знакомой фигурой. Это был папа Накана, который только что заказал один из всех видов сэндвичей, которые были в ресторане, и все это только для Ицуки. В этот момент, после 5 серий, Батару наконец понимает, что папа Накана был тем самым врачом, с которым он разговаривал, когда его госпитализировали. Батару, Йоцуба и Нино случайно услышали, как папа Накана потребовал, чтобы они вернулись в свой настоящий дом, и что он ненавидит Фатару. «О боже, я же тебе говорил!» Ты даже назвал его придурком. В любом случае, как и в любой азиатской семье, где академическое давление повышается из-за сравнения одного ребенка с другим, папа Накана упомянул, что оценки Йоцубы не оставляют надежды на исправление. Поэтому если девочки действительно настаивают на том, чтобы Фатару был репетитором, он разрешит это, но только если он будет работать вместе с профессиональной репетитор. Услышав эти обидные слова, Йоцуба встает на защиту себя и бросает вызов своему отцу. Если она сможет сдать экзамен в следующем семестре, Фатару останется их единственным наставником, и ей снова разрешат переехать в резиденцию Накана. Но если нет, то план ее отца перевести их в другую школу должен быть выполнен. Так как приближался день выпускного экзамена за этот семестр, девушки продолжали усердно заниматься с Фатару. В одном случае, когда они занимались, у Фатару внезапно началось кровотечение из носа, и он обвинил в этом Мику за то, что она всегда кормила его шоколадными конфетами. Я чувствую, что это как-то связано с событием этого месяца, но я отвлекся. Позже той же ночью Ичика застукал Мику за приготовлением смертельного яда для Футару. Нет, на самом деле это не так. Она просто готовила шоколад с безопасным изображением черепа на День Святого Валентина. Вместо того, чтобы помогать Мику, потому что она не может этого сделать, Ичика предложила ей попросить кого-нибудь известного, как Нино, научить ее печь. На следующий день во время учебного занятия Футару начал подражать Ицуки, потому что его раздражало, что ее нигде не было видно. Девочки утверждали, что у Ицуки есть один день в месяце, когда она посещает могилу своей матери. Она делает это каждое 14 число месяца, в тот же день, когда умерла их мать, 14 августа. Ицуки отдавала дань уважения могиле своей матери на кладбище, когда кто-то приехал, чтобы сделать это. То же самое. Дама, у которой были острые акульи зубы, приняла Ицуки за своего покойного учителя, потому что они выглядели одинаково. Так что да, эта дама была ученицей мамы Ицуки, и да, мама Ицуки была учительницей. Они пошли в кафе, где поболтали и познакомились поближе. Джимото, эта дама, рассказала, что мама Ицуки была недружелюбной учительницей и никогда не была добра к своим ученикам. Несмотря на то, что она была неприступной, они все равно любили маму Ицуки за ее несравненную красоту. У нее даже был фан-клуб в школе. Симода призналась, что она лесбиянка, и влюбилась в маму Ицуки не только за ее красоту, но и за то, что она была вдохновляющей учительницей. В тот момент Ицуки решила, что тоже хочет стать учителем, как и ее мама. Но тут леди прервала ее и напомнила Ицуки, что хотя это и достойно восхищения идти по стопам своей мамы, она не должна просто пытаться стать ее мамой и жить в ее тени. Тем временем Нино вернулся домой и застал Мику за приготовлением очередной порции шоколадных ядов. Нино рассказала, что Ичика на самом деле сказала ей прийти домой раньше обычного, чтобы научить Мику делать шоколадные конфеты ко Дню Победы. Нино начала учить Мику и упомянула самую вкусную фразу, которую произносит каждый повар: «Любовь – это лучший ингредиент».
Выглянув в окно, Ичика внутренне порадовалась за Мику, прежде чем удивиться приезду Фатару. Чтобы скрыть события, происходящие в доме, Ичика потащила Фатару в книжный магазин и в итоге потратила свои сбережения на покупку понравившейся ему книги «Как стать хорошим учителем». То, что мы делаем для любви, отсылает нас к «Игре престолов». В следующий раз, когда у них было учебное занятие, Фатару заметил, что у всех больше не осталось сил, чтобы пробиваться вперед. Когда он обратился к своей книге, он понял, что им нужна передышка, возможность расслабиться и провести день в парке развлечений. Все наслаждались аттракционами в парке, за исключением одного человека. Мне жаль Йоцубу, что ей пришлось услышать ужасные слова от своего отца, и теперь она чувствовала давление из-за предстоящего финала. Даже в парке Йоцуба принесла свои записи и планировала покататься на колесе обозрения, чтобы там учиться. Однако Фатару заметил ее повязку на голове и запрыгнул в ее хижину. Во время их разговора Йоцуба упомянул, что именно из-за нее им пришлось перевестись из престижной школы в нынешнюю. Она вспомнила, что у них были неудачи в предыдущей школе, что было вполне естественно, поэтому им пришлось пересдать экзамен, чтобы быть принятыми повторно. Все сдали его, кроме нее. Однако ее сестры перевелись вместе с ней и не возражали против того, чтобы не учиться в престижной школе. Именно по этой причине Юцуба хотел учиться особенно усердно. Она не хотела снова сдерживать своих сестер. Двигаясь дальше, Фатару понял, что у девочек разные предметные области знаний. Он планировал использовать это для того, чтобы сестры могли максимально эффективно учиться и обучать друг друга. Таким образом, они могли бы пересматривать свои знания, одновременно совершенствуясь в том предмете, в котором они уже хорошо разбираются. Это также облегчит задачу Футару по обучению девочек с 1/5 частью мозга. Уже наступил день Святого Валентина, и что было бы лучше всего сделать по этому случаю? Вот именно, навестить могилу их покойной матери. Ицуки навестила свою маму вместе со своим бойфрендом. Я репетитор. Ицуки выразила свою благодарность за обучение Питару и сказала, что с нетерпением ждет возможности стать учителем после того, как испытает, каково это – учить и получать благодарность. Когда они вернулись домой, другие сестры только начинали просыпаться. Фатару застал Мику почти полуголой, которая только что проснулась после того, как всю ночь готовила шоколад в честь Дня Победы. Мику пошла прямо на кухню, чтобы отдать приготовленные ею шоколадные конфеты, но Фатару уже съел их, как он всегда делает, когда приезжает к Накана. Судя по всему, Мику кормила Фатару шоколадными конфетами каждый раз, когда он приходил к ним домой. Боже мой, какой же тупой этот человек. Этот шоколад должен был быть конфетой для исповеди. Такова японская культура, когда девушка дарит шоколад парню, который ей нравится, в день Святого Валентина. Понимая, насколько Фатару бесчувственен и что он видит в сестрах не девушек, с которыми можно встречаться, а только своих учениц, Мику планирует прямо признаться ему в этом. Она говорит Ичике в качестве свидетеля своего обязательства, что если она наберет самый высокий балл в финале среди 5 из них, то она расскажет ему об этом. Футару, как она себя чувствует. Ичика почувствовала легкий укол ревности, когда услышала это, и также пообещала себе, что тоже будет усердно работать, чтобы сделать Фатару более твердым. О боже, я не просто так это сказал. Страница 13, страница 13, страница 13, страница 13. Так или иначе, время перескочило на следующий день после экзамена. Фатару догнал Йоцубу и остальных в кафе, чтобы спросить, как прошли экзамены, и надеюсь отпраздновать это событие. Йоцуба со слезами радости объявила, что сдала выпускной экзамен с результатом 184 балла. Ицуки второй сдала с результатом 224 балла. Мику, конечно же, сдала с результатом 238 баллов. Фатару был я уже собирался поздравить Мику с тем, что она набрала самый высокий балл среди братьев и сестер, но тут появилась Ичика и сообщила, что она набрала 240 баллов. О боже мой, я чувствую себя таким преданным Мику. Ичика знала о планах Мику, поэтому она перешла ей дорогу. Я чувствую, что здесь пахнет чем-то подозрительным. Наконец-то владелец кафе сообщил о счете Нино, который составил 209 баллов, и оставил сообщение для Фатару. Теперь ты мне больше не нужен. Извини меня. Ошеломленный этим сообщением, Фатару вышел из кафе, чтобы забрать Нино. В конце концов, это был настоящий праздник для всех них. Нино вернулся в их прежнюю квартиру, чтобы встретиться с их отцом. По-видимому, она планировала вернуться под опеку их отца, чтобы больше не видеть Футару, в надежде уйти от него. В результате неожиданного поворота событий рыцарь Нино в сияющих доспехах появился на своем коне, чтобы спасти рыцаря. Нет, это был просто Фатару, который ехал на мотоцикле, чтобы пригласить Нино отпраздновать вместе с ними в кафе. По дороге в кафе Нино не удержался и обнял Фатару за талию. «Подожди, Нино, мне кажется, что у тебя немного опущены руки. А что случилось с твоей клятвой, что ты больше не увидишь Фатару?» Как сказал Фатару, отношения требуют взаимного участия. Какие именно отношения у тебя с ними сложились, Фатару? Пожалуйста, перестань посылать смешанные сигналы. Как бы то ни было, Нино заметил результаты экзамена Фатару у себя в кармане и поспорил, что он получил все $100. Но, к сожалению, как выяснилось, Фатару не получил ни одной сотни, но его оценки все еще были относительно высокими. Однако он считал это самой большой неудачей в своей жизни, настолько драматичной. Так как они ехали быстро, ветер, возможно, приглушил голос Нино, так что Фатару не расслышал, как она сказала:
«Я люблю тебя». Нино подумала, что Футаро услышал, что она сказала, поэтому она почувствовала себя очень неловко и покраснела, когда они подъехали к кафе. После того, как они предложили друг другу по кусочку пирожных друг друга и интенсивного любовного соперничества между Мику и Итикой, Нино извинилась, чтобы помочь Футаро вымыть посуду. Она говорит Футаро, чтобы он забыл о том, что она сказала во время поездки на мотоцикле. И как ты, наверное, знаешь, Футаро на самом деле не слышал, что сказала Нино. Смущенная и расстроенная, Нино вышла только для того, чтобы вернуться на кухню и еще раз повторить то, что она сказала на мотоцикле. «Я люблю тебя. Я с Луны. Смотри, как наш Сандери превращается в Яндери. Пожалуйста, не надо этого делать». И на протяжении всей этой сцены Ичика все слышал. Интересно, что же она теперь будет делать? На следующий день Футаро случайно встретил Мику в продуктовом магазине. Там они увидели плакат о возможности выиграть ваучер на посещение горячих источников. Мику объяснила, что именно там живет ее дедушка. Заплатив и попытав счастье с помощью промо-акции, Футаро попросил у Мику совета по любви для друга, и там они поговорили об исповеди и прочей скучной ерунде. По сути, они просто посылали друг другу сигналы. Так что в промо-акции победил Футаро. Кто бы мог подумать? Конечно же. В конце концов, он же главный герой. Теперь, когда у них весенние каникулы, Футаро наконец-то может вырваться на свободу от своей напряженной жизни. Главной достопримечательностью горячего источника был колокол обетов. Легенда гласит, что любой мужчина и женщина, которые позвонят в колокол вместе, будут связаны навеки. Запомни эту информацию, она тебе пригодится позже. Футаро с нетерпением ждал возможности насладиться семейным отдыхом и на мгновение забыл о девочках. Но это не так. В жизни все идет по-своему, потому что, когда он наслаждался прекрасным пейзажем, он услышал знакомый голос. У меня был голос, который звучал так, словно у меня были неприятности. Да, семья Накана тоже была там на семейном отдыхе. Вместе со своим отцом. Нино снова активизировала свою кокетливую сторону и придумала новое прозвище для Футаро. Она попросила Мику придумать себе прозвище. Это Фукун. Это не так уж плохо, но и не очень хорошо. Футаро почувствовал, что что-то не так. Он был прав, потому что Ицуки тайно попросил его поговорить с ним позже в тот же день. В тот же день он искал Ицуки, но то, что произошло, обеспокоило его. Ицуки телепортировался с места на место. Сейчас она была снаружи, но когда он вышел, ее там уже не было, и он увидел, как она вошла в дом. Когда он вошел, то увидел, что Ицуки снова выходит на улицу. Он заподозрил, что в этом месте водится привидение. Ночью Футаро купался в горячем источнике. Когда он закончил, то заметил записку среди своих вещей. Там было написано «Полуночный двор». Он заподозрил, что это письмо от Ицуки. Поэтому посреди ночи он вышел на улицу, чтобы встретиться с Ицуки, и спросил старика в киоске, где находится этот двор. Он не знал, что это был дедушка семьи Накана. А потом он увидел Ицуки. Он спросил, о чем она хотела поговорить. Ицуки ответила, что она хочет, чтобы Футаро перестал быть их наставником, и что она хочет прекратить их отношения. В шоке Футаро прижала Ицуки к стене, оставив синяк на ее ноге. Утром Футаро позвонил Ицуки и спросил, почему он не пришел во двор прошлой ночью. «Подожди, а что именно? Я в замешательстве». О, должно быть, кто-то выдает себя за Ицуки. Так вот, они решили снова встретиться у горячего источника, теперь уже с какими-то глупыми кодовыми именами, чтобы определить, что это был настоящий Ицуки. Деми-глаз и стейк из гамбургера. Это был их секретный код. Футаро рассказал о том, что произошло прошлой ночью, и подтвердил, что одна из сестер планировала избавиться от него. Внезапно Нино без предупреждения вошел в горячий источник, чем шокировал и Футаро, и Ицуки. Когда Футаро не узнал, кто она такая из сестер, Нино смутилась и вышла из себя. Как бы то ни было, Ицуки и Футаро продолжали общаться и планировали решить проблему с фальшивой Ицуки. Футаро пытался разгадать эту тайну и выяснить, кто выдавал себя за Ицуки. Настоящая Ицуки хотела объяснить, почему кто-то выдавал себя за нее, но было проще показать ему, чем объяснить. Ицуки помогла Футаро пройти мимо ее отца и проследовала в комнату Накана, но то, что он нашел внутри, сделало все это еще более интересным. Все были похожи на Ицуки. Да, все сестры были одеты в костюмы Ицуки. Это был настоящий лес Ицуки. Вот и началось самое интересное. Один из Ицуки предложил использовать этот момент, чтобы научить Футаро распознавать, кто есть кто. Один за другим они представились как Ицуки. Даже мне трудно определить, кто такие Мику, Нино и Ичика. Однако Йоцубу было легко опознать. Йоцуба сдался, когда Футаро спросил, почему они все переоделись в костюмы Ицуки. Она рассказала ему, как их дедушка был потрясен, когда она впервые начала одеваться по-другому, надев зеленую ленту с заячьими ушками. Их дедушка не ожидал таких больших перемен,
настолько драматичен этот человек, и это заставило его встревожиться и выразить неодобрение. Питару внимательно слушал, как Йоцуба объяснял, как их дедушка изо всех сил пытался принять новый облик. Девочки понимали, почему их дедушка предпочитал, чтобы они выглядели одинаково. Он находил утешение в их похожей внешности, которая напоминала ему об их совместном детстве. Всякий раз, когда они приходили к нему навестить, они решали одеваться как Ицуки, чтобы сделать его счастливым. Почему именно Ицуки? Может быть, потому, что она больше всего походила на их мать. В конце игры 4 Ицуки перегруппировались, и Фатару попытался определить, кто из них был Йоцубой. Но основываясь только на их внешнем виде, Фатару потерпел неудачу. Затем появился мастер игры в пятерке. Это дедушка Накана. В панике Фатару спрятался под столом Катау и воспользовался возможностью, чтобы это сделать. «Посмотри на их ноги». Нет, он пытался разглядеть, кто из них получил синяк, когда он прижал фальшивого Ицуки к стене. Он нашел, у кого из них был синяк, но все это было бесполезно, потому что он не мог определить, кто она на самом деле. Пока Ицуки, Мику и Фатару тренировались, чтобы помочь ему определить, с кем он разговаривает, они столкнулись с дедушкой Накана. «Помнишь, я говорил, что он был мастером игры в пятерке? Я вовсе не шутил, потому что дедушка Накана безошибочно определил, что именно Мику был с Фатару». Полной решимости узнать пути мастера, Фатару попытался заставить старика научить его своим путям. Тем временем Нино и Ичика были в горячем источнике и разговаривали о любовном увлечении Нино. Было ясно, что Ичике было неудобно говорить об этом, потому что она тоже была влюблена в Футару. Но одна вещь поразила и запомнилась Ичике после этого разговора. Человек был бы готов переступить через кого-то, только чтобы получить ту любовь, которую он хочет. Позже, тем же вечером, Ичика размышляла о том, как ей справиться со своими чувствами к Футару и как она собирается конкурировать с Нино, лучшим другом Ичики. Неостановимый поезд любви. Нино на самом деле попросила Итику присматривать за их отцом, потому что она будет тайком выбираться из дома, чтобы встретиться с Фатару. Но помнишь, как ты на кого-то наступил? Ичика применила это здесь и вместо этого решила быть эгоистичной в кои-то веки ради любви. Вместо того, чтобы остановить их отца, она поговорила с Йоцубой о жизни на крыше. Тем временем Нино, которая ждала Фатару возле колокола обетов, вместо этого была поймана их отцом. Именно в ту ночь Мику рассказала Ицуки, что именно она пыталась заставить Фатару перестать быть их наставником. Она рассуждала так, что Фатару ей нравился, но ничего не изменится, если они будут продолжать поддерживать отношения ученика и учителя. Позже Ицуки, то есть Мику, наткнулась на Фатару, которая опознала ее как ту, кто выдавал себя за Ицуки в течение первой ночи. Они снова сыграли в игру с 5 детьми, и Фатару в итоге назвал ее Итикой. Прежде чем Мику успела уйти, Фатару вспомнил, что дедушка Накана и Ицуки рассказывали ему, как отличить сестер друг от друга. Это был вопрос любви. И, наконец, Фатару правильно назвал Мику по имени. Мику снова повернулась и обняла Фатару в слезах. Именно тогда Мику смирилась с тем, что Фатару всегда будет видеть ее только как двойняшку. О боже мой, это так печально. Ближе к концу эпизода дедушка Накана рассказал, что мать пятерки звали Рена. Не хочешь ли позвонить в колокольчик? В буквальном смысле этого слова, потому что перед закрытием эпизода, когда Фатару понял, что причина, по которой он смог опознать Мику прошлой ночью, заключалась в любви. Кто-то убежал, я подошел к нему и случайно позвонил в колокол обета. Теперь они связаны навеки. До начала нового семестра оставалось всего неделя, и девочки были очень рады, что уже перешли на 3-й курс. Внезапно Ичика объявила, что с этого момента они будут делить счет пополам, иначе любой, кто не заплатит, будет отправлен обратно в свою старую квартиру. Так что всем пришлось искать работу. Ино и Мику подали заявление в кафе, где также работает Футару. После некоторых глубоких раздумий именно Нино была принята на эту должность, в то время как Мику решила подать заявление и была принята в пекарню напротив кафе Фитару. Нино была шокирована этим решением, потому что она думала, что Мику намеревалась работать с Фитару. Таков был план, но Мику также хотела улучшить свою кулинарную подготовку, чтобы произвести впечатление на Фитару, так что главное – это опыт. Тем временем Ичика сказала Фитару, что ее план, по крайней мере, уменьшить их борьбу за самостоятельную жизнь сработал. Она согласилась на несколько концертов, чтобы оплатить аренду, в то время как остальные сестры возьмут на себя остальные расходы. Йоцубу также приняли на работу уборщицей, в то время как Ицуки все еще пытался найти работу. Конечно же, Футару это не волнует, главное, чтобы они не проваливались в школе. Новый семестр уже начался, и все были в 3-м классе минус 1 ученик. Все в классе были поражены, увидев 5 детей вместе, за исключением Фатару. Когда начался урок, Йоцуба вызвался быть представителем женского пола в классе, в то время как выбор представителя мужского пола должен был быть сделан между Фатару и Такедой, самопровозглашенным конкурентом Фатару в учебе. Однако, благодаря власти, данной ей самой,
Йоцуба убедила Фатару быть представителем мужского пола в классе. Пожаловался, и его поставили на эту должность. Выйдя из туалета, Мику внезапно спросила Фатару о том, какими были бы его 5, а не 3 желания, если бы у него был ребенок. Джинновая лампа. Он хотел бы стать богатым, чтобы иметь больше выносливости, быстрее восстанавливаться как после болезни, лучше спать и больше удачи. Без ведома Фатару Мику придумывал идеи для подарка на свой предстоящий день рождения. Прежде чем Фатару смог разобрать намерения Мику спросить его о желаниях, пришли их одноклассники и приняли Мику за Йоцубу. Видя, как его одноклассники борются друг с другом, представители нашего класса мужского пола начали обучать каждого тому, как определить, кто есть кто. Как будто он мог делать это последовательно. На следующий день в 3 классе проводилось собрание, посвященное предстоящим мероприятиям в рамках национальных пробных экзаменов и школьной поездки. После занятий Нино и Мику сразу же отправились на работу в свои магазины. Сидя в кафе, Нино почувствовала, что Футару сейчас чувствует себя более отстраненной, чем до того, как она призналась в этом. Обеспокоенная этими мыслями, Нино допустила ошибку с тестом для торта, и она чувствовала себя очень подавленной, особенно потому, что это был особенный день для магазина. Известный критик по имени Мэй посетит магазин, чтобы вынести свой вердикт. Однако Фатару пришел, чтобы утешить ее. Когда критик пришел в их кафе, они сразу же заметили неоспоримое сходство Мэй с Ицуки, потому что на самом деле это был Ицуки. В другой день Ичика продолжала изо всех сил пытаться послать Фатару сигнал о том, что он ей нравится. Несмотря на все ее усилия, она постоянно терпела неудачу, и ей постоянно напоминали, что Фатару такой же плотный, как земля, и никогда не сможет увидеть в ней кого-то особенного. Охваченная любовью, Ичика сделала жалкий, совершенно жалкий и хитрый ход. Она переоделась в Мику и сказала Футару, что он нравится Ичике, что они будут хорошо смотреться вместе и что она, как Мику, болеет за них. О боже мой, это было предательство. Из всех людей только она знала, как сильно Мику нравится Фатару. Я не могу вынести этого предательства. Или Мику. Фатару думал о том, что Мику, переодетый Ичика, сказал ему, но его беспокоил Такеда. Он объявил, что в конце концов займет место Фатару на первом месте в классе, если его оценки будут продолжать снижаться. Фатару не придавал этому большого значения, так как был уверен, что согласится только на первое место и ни на что более низкое. Такеда продолжал следовать за Фатару до тех пор, пока они не добрались до библиотеки, где пятерки ожидали начала своего учебного занятия. Затем Такеда выпалил, что пятерки не приносили ему никакой пользы и только сдерживали его. Но потом Фатару встал рядом с девочками и сказал, что будет держаться вместе с ними. «Ты такой милый». Такеда бросил вызов Фатару, чтобы тот попал в топ-100 национальных пробных экзаменов, но Фатару не согласился с этим, но поручился, что он войдет в первую десятку. Да, именно так он уверен в себе. Вечером сестры говорили о дне рождения Фатару. Ичика предложила им отложить свой план по дарению подарков Фатару, потому что это может отвлечь его, но в глубине души Исика уже планировала что-то, чтобы опередить своих сестер. На следующий день девочка увидела, как Фатару изо всех сил пытается найти баланс между обучением девочек и подготовкой к пробному экзамену. Мику пыталась утешить его. Их разговор привел к тому, что Ичика переоделся Мику, но затем появился Ичика, чтобы прервать их разговор. Возможно, она боялась, что станет известно о том, что Мику не говорила, что она болеет за Футару и Итику. Ичика начала обдумывать свои планы, но наткнулась на Нино, которая уже приготовила подарок для Футару, несмотря на их договоренность накануне вечером. Ичика забыла, что Нино – это неостановимый поезд любви. Там Нино столкнулся с Итикой по поводу последней ночи их весенних каникул. Помнишь тот случай, когда она попросила Итику остановить их отца, потому что она тайком уходила на встречу с Фатару? У Итики не было никаких оправданий для этого, и она была вынуждена признать, что ей тоже нравился Фатару. Ичика и Нино помчались обратно в библиотеку, чтобы вручить подарки, которые они приготовили. Но когда они прибыли туда, то обнаружили, что Йоцуба тоже что-то готовит для Фатару. На самом деле эти девочки не могут сдержать своих слов. К своему удивлению, Мику рассказала, что она также приготовила подарок для Фитару. А как насчет Ицуки? Посмотрим позже. 4 сестры согласились подарить свои подарки Фитару после экзаменов, чтобы не отвлекать его, и вместо этого планировали подарить что-то, что не будет его беспокоить. Но все равно это что-то особенное. В более поздней сцене, когда Фитару занимался в одиночестве, пришла наша девочка Ицуки и дала ему энергетический напиток. На этом соревнование закончилось. Именно Ицуки смогла сделать подарок Фатару. Пока они разговаривали, Фатару уснул. Энергетический напиток не подействовал. Фатару разбудило текстовое сообщение от Реи. Это было поздравление с днем рождения, в котором Фатару приглашали приехать домой и отпраздновать вместе с ними. Он заметил на столе 5 бумажных журавликов, сделанных из викторин с проходным баллом в 5 баллов. Состоялся национальный пробный экзамен, и результаты уже опубликованы. Такеда занял 8-е место, а Фатару 3-е. Такеда признал, что Фатару действительно был кем-то другим.
После экзамена Мика вернулась в пекарню, где работала, и обучилась выпекать идеальный хлеб вместе с Йоцубой в качестве своего критика. Она планировала подарить Футару свой самодельный хлеб во время предстоящей школьной поездки и провела с ним время, путешествуя по Киото. Но для того, чтобы это произошло, они должны были собраться вместе для поездки. Однако Ичика тоже был в движении. Так как Йоцуба является представителем класса, Ичика попытался доверить ей объединить ее с Фитару. Это поставило Йоцубу в трудное положение, но не настолько, когда Фитару пригласил ее на свидание. На самом деле это было просто как провести день с Йоцубой в знак благодарности за помощь ему во время школьного лагеря. Но во всех отношениях это было настоящее свидание для Йоцубы. В короткой сцене Ицуки убирала свои вещи, когда из коробки выскользнула фотография. О боже мой, это фотография из Киото. Так значит, это была она с самого начала. Именно она выдавала себя за Рейну. Но подожди, меня кое-что поразило. Возможно ли, что Футару встречался не только с одной из сестер 5 лет назад? Все они выглядели одинаково. В любом случае, подробнее об этом позже. Вернемся к фотографии, которая упала. Именно Ичика подобрала ее, и теперь у нее в голове зреет другой план. Герои сделали кое-какие приготовления к предстоящей школьной поездке. Фитару прочитал полную книгу с рекомендациями по организации школьной поездки, Мику испекла хлеб для Фитару, а Йоцуки отправилась в магазин за кружевными трусиками. И не успеют они опомниться, как уже едут на поезде, направляющемся в Киото. Они должны сидеть вместе со своими одногруппниками, так почему же сестры сидят вместе? Планы каждого из них объединиться в группу Стару провалились, так как выяснилось, что он уже сформировал группу вместе с остальными. Хорошо сыграно. Когда они наконец добрались до отеля, где им предстояло остановиться, Нино понял, что у всех были одни и те же цели. Они хотели иметь возможность провести время с Футару, и поэтому она предложила следовать за группой своего Футару, куда бы они ни пошли, что привело их к храму Тори. Продолжая следовать за ними, они наткнулись на раздвоенный путь. Оба пути вели на вершину храма. Они решили разделиться на две группы. Мику и Йоцуба пойдут по правому маршруту, а остальные пойдут по левому. На левом маршруте Нино и Ицуки решили воспользоваться комнатой комфорта. Это было идеальное время для Итики, чтобы воплотить свой план в жизнь. Когда она бежала к вершине храма, чтобы встретиться с Футару, она переоделась в Мику. Она действительно была полна решимости придерживаться своего плана и продолжать выдавать себя за Мику. Но затем, при неожиданном повороте события, она столкнулась с Йоцубой и Мику. «Как тебе не стыдно, Ичика? Я должен сохранять спокойствие», и тут как по команде появился Футару и подслушал, как Йоцуба сказал, что Ичика планирует помешать признанию Мику. Он особенно хорошо расслышал последнюю реплику, и это очень смутило Мику. Бедняжка Мику убежала со слезами на глазах. Другие сестры тоже прибыли на место преступления и обнаружили, что натворила Ичика. Йоцуба, Ицуки и Футару погнались за Мику. В автобусе, возвращавшемся в их отель, Футару сказал Йоцубе, что у него уже была идея о том, что Мику испытывает к нему чувства, так что в тот момент он был действительно сбит с толку. Когда Мику сказала, что она болеет за Итику из-за него. Во время ужина Нино сказала Ицуки и Йоцубе, что ей кажется, будто за ними следит фотограф, так как она слышала щелчки фотоаппаратов с тех пор, как они прибыли на станцию Киото. Она доказала это, когда они решили навестить Мику в ее комнате и увидели перед собой камеру. Футару услышал крики дам и побежал за ними, но потом столкнулся с Итикой, которая сказала ему, что хочет поговорить с ними на следующий день. Боже милостивый, эта девушка действительно бесстыдна. На следующий день Футару отправился в храм Кийомидзу вместе с Мидицуки и Йоцубой. Ицуки смело потащила Футару сфотографироваться с ней, надеясь, что он вспомнит, что именно она была изображена на фотографии 6-летней давности в том же самом месте. Тем временем Нино отправился к Мику, и то, что произошло во время их разговора, является самой грустной и обидной репликой в этом аниме, и я цитирую: «Я никогда не думал, что будет так страшно сражаться честно и честно. Не отказывайся от Мику. Борись за свою любовь». Вернемся к Йоцубе и Ицуки, скоро все откроется. Девушку, с которой Футару познакомился 6 лет назад, звали Йоцуба, но та, кто была одета как взрослая Рена, была Ицуки. А девочка на фотографии – это была Йоцуба или Ицуки. Вот теперь я действительно в замешательстве. Вспомни предыдущий эпизод с разговором между Мику и Нино. Мику чувствовала себя побежденной и преданной после того, что сделала Ичика. Она чувствовала себя еще более неуверенно и думала, что ей не с кем бороться против Итики. Однако Нино был рядом, чтобы поддержать ее и побудить рассказать Футару о своих истинных чувствах. Пока все это происходило, Ичика продолжала следовать своему плану. Она снова переоделась в Мику и гуляла с Футару, заставляя его вспомнить то время, когда он был в Киото с Риной. Он вспомнил, что провел с Риной целый день, пока не вернулся в отель, где также остановилась Рина, и там они вместе играли в карты.
Прежде чем Ичико успела что-то сказать Футару, он сорвал с нее парик и показал, что она снова переодевается в Мику, а затем это произошло. Шел дождь, что придавало сцене еще больше драматизма. Ичико не собиралась останавливаться, поэтому она сказала Футару, что она та самая девочка, с которой познакомилась 6 лет назад. Все пошло не очень хорошо, потому что Футару больше ей не доверял. Вот что ты получаешь за то, что так много раз лгал. Вернувшись в их гостиничный номер, Ичико вошла, как ни в чем не бывало, пока Нино не столкнулась с ней лицом к лицу. Однако их разговор был прерван, когда Футару пришел объявить, что встреча состоится через 30 минут. Как только он ушел, Ичико начал рассказывать о плане, как положить конец их соревнованию. Девочка, 1 числа извинись перед Мику, боже мой. В любом случае, мероприятие на следующий день было факультативной поездкой, а это значит, что они должны были выбрать, что они хотят сделать из 5 предложенных вариантов. Ичико предложила, чтобы каждый из них выбрал по-своему, и тот, кто в конечном итоге окажется с Футару, будет тем, кто проведет с ним последний день школьной поездки. Но подожди, это был еще один из замыслов Итики. Правда заключалась в том, что она подслушала разговор Футару с его друзьями и сказала, что он едет по маршруту Е. Я даже больше не шокирован. Однако утром в день поездки Ичико обменялся документами с Мику. Сейчас она едет по маршруту Ди, а Мику с Футару по маршруту И. Возможно, это был ее способ исправить свои ошибки. Мику действительно стеснялась Футару и продолжала убегать, но Ичико нашел способ остановить ее. Ичико притворилась, что у нее болит живот. Поэтому она не смогла присоединиться к своей команде, чтобы проверить, как там Футару и Мику. Когда она пыталась помешать Мику снова убежать, она столкнулась с Нино, который тоже делал то же самое. Нино даже подозревал, что у нее есть еще один план, как испортить момент Мику, но Ичико рассуждал иначе. Во время их разговора Ицуки и Йоцуба прибыли с тем же намерением. Они были там для того, чтобы разложить все по полочкам для Мику и Футару. Ее планы шли хорошо до тех пор, пока Нино не смогла сдержать свою ревность и не обняла Футару. К сожалению, Футару находился рядом с прудом, и когда он потерял равновесие из-за внезапного ответного объятия, он случайно столкнул Мику в воду, так что ей пришлось переодеться. К счастью, у Ицуки были запасные кружевные трусики, которые она одолжила Мику. Теперь Мику носит кружевные трусики под униформой. Когда ситуация улеглась, Мику и Футару сейчас ведут полезную беседу, но они, должно быть, проголодались после целого дня гастролей. Вот и хлеб. Хлеб, который Мику приготовила для Футару, появился волшебным образом. Мику была так счастлива, что Футару понравился хлеб, который она испекла. Этот хлеб напомнил ему о его матери. Я думаю, что это был первый раз, когда Футару заговорила своей матери за весь сезон. Это вызвало у Мику любопытство, и она выразила желание поближе познакомиться с Футару и с тем, что он любил, и она хотела, чтобы он узнал больше о ней и о том, что она любила. Мику начала указывать на вещи, которые она знала и любила, такие как знаменитое здание, большой мост, который они только что пересекли, плакаты на другом здании, зонтик, под которым они сидели, и она указала на Футару и сказала, что любит его. За их спинами прятались другие сестры и сами вели беседу. Они были свидетелями того, как Кундаре признался во всем. В глубине души Ичико продолжала извиняться перед Мику за то, что всегда вставала у нее на пути, и перед Футару за то, что всегда лгала ему. Но она призналась, что не лгала, когда сказала Футару, что он встретил ее 6 лет назад. Именно Ичико играла с ним в карты в отеле. Вау, вот это были откровения. Еще одним открытием стало то, что Мику указывала не на Футару, а на своих сестер, стоявших позади Футару. «Бедняжка Футару, ты сильно пострадал». После этого откровения девочки перегруппировались и выразили друг другу свою искреннюю благодарность и извинения, а затем все закончилось тем, что Мику сказала фразу: «Я думаю, что влюбиться – это значит влюбиться. Больно. Как же это печально. Моя девочка не заслуживает того, чтобы испытывать такую боль». В другой сцене Ичико подошла к Футару, чтобы извиниться, подразнить его и поцеловать. О, ее действительно невозможно остановить. В конце эпизода выяснилось, что скрытый фотограф, который следил за пятерней, был одним из друзей Футару, и именно он попросил его друг должен это сделать. Я не знаю, как относиться к этой информации. Ты просто пугаешь меня, Футару. В эпилоге была показана сцена свадьбы Футару и одного из 5 детей. Таинственная девушка, на которой он женился, была именно